Здесь есть. Все готовы? Непривычная для нас атмосфера этой конференции, которая стала уже традиционной. И традиционной была наша конференция, я думаю, что и останется. Уважаемые коллеги, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы, Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования приветствует вас на нашей первой всероссийской научно-методической конференции «Обеспечение качества исторического и обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС», которую в этом году мы посвящаем прекрасному юбилею истинного методиста, неустанного труженика, истинного служителя учительству и, конечно, педагогическому сообществу историков и обществоведов нашей Республики Башкортостан Владимиру Михайловичу Антонову. Вот да, тут так хочется всем, наверное, зааплодировать, потому что, Владимир Михайлович, я думаю, что каждый, кто сидит сейчас у экранов своих гаджетов, я думаю, что вас приветствует мысленно, и вы видите их сейчас здесь на экранах. Сегодняшняя конференция и вопросы, которые мы обсуждаем, очень созвучны той тематике, тем государственным направлениям, которые обозначены и актуализированы 27 сентября Владимиром Владимировичем Путиным. Пока мы готовились с вами к конференции, мы только еще раз убедились, что задача обновления преподавания истории, которая была поставлена 27 сентября, она действительно актуальна. И не случайно сегодняшняя конференция объединила ученых,
ученых, преподавателей, которые участвуют в подготовке будущих учителей истории обществознания, методистов, представителей органов исполнительной власти в сфере образования, учителей-практиков, которые преподают очень важные предметы. Предметы, которые формируют человека как личность, предметы, которые учат думать, учат системно мыслить, учат руководствоваться нравственными и гражданскими ценностями в своей жизни. И предмета, который формирует способность уважать историю и уважать и сохранять историческую память. И слово для открытия нашего мероприятия и приветственного обращения я представляю сейчас первому проректору Башкирского государственного педагогического университета Алмазу Флёровичу Мустаеву. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Я приветствую вас от имени ректора Салавата Талгатовича Сагитова, от имени нашего коллектива. И, как уже сказала Оксана Алексеевна, несмотря на то, что тема пандемии не позволяет нам проводить конференцию в очном формате, мы надеемся, что те вопросы, которые будут озвучены, будут обсуждаться, найдут, во-первых, отклик, интерес вызовут, и мы действительно рассмотрим очень практические вопросы. Действительно, конференция посвящена проблемам качества. Эта проблема актуальна была всегда, и она актуальна не только с учетом предметной линейки истории обществознания, но в целом сегодня эти задачи стоят перед педагогическими вузами. Эти задачи повышения качества, прежде всего, общего образования, и, конечно, подготовки учителей ставятся руководством Министерства просвещения Российской Федерации. И сам формат конференции таким образом позволит нам выработать, я уверен, эффективные механизмы не просто фиксации проблем, а совместного решения и понимания проблем, связанных с качеством образования. Мы приветствуем с удовольствием наших коллег из других вузов, других регионов. Очень рады, что уже нашим партнером стал мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». И хочу сказать, что Институт исторического правового социально-гуманитарного образования несколько лет уже реализует успешно с ними проекты, когда наши студенты в рамках общего курса истории формируют с помощью мультимедийного парка уроки фактически, которые мы, как результат совместной деятельности, потом включаем и формат практик, и демонстрируем школьникам. И с учетом того, что педуниверситет будет формировать, буквально в декабре будет открываться технопарк универсальных педагогических компетенций на базе Института исторического правового социально-гуманитарного образования, возникнут очень хорошие площадки, которые в том числе позволят, я надеюсь, привлекать и школьников, и учителей, обмениваться опытом на нашей базе. Интересный проект коллективом предложен, он будет реализован. Практически мы его называли в свое время кванториумом таким педагогическим в этом направлении. Поэтому я желаю всем удачи. И, конечно, мы очень рады, что конференцию мы проводим именную, посвященную Владимиру Михайловичу Антонову, в его лице всем учителям-методистам. Человек, который является учителем для многих поколений учителей истории нашей республики. И, конечно, мы сейчас понимаем, что такого уровня методисты, к сожалению, становятся достаточно редкими, и это тоже проблема, связанная с качеством подготовки. Еще раз желаю всем удачи. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы поднимаем на 5 площадках, найдут живой отклик. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Алмаз Флёрович. Мне хотелось бы попросить Владимира Михайловича позволить несколько минут с вами вместе вернуться в прежнее десятилетие вашего профессионального пути и презентовать вам яркий калейдоскоп воспоминаний, ваших профессиональных воспоминаний. Пожалуйста, будьте добры.
Владимир Михайлович Антонов родился 1 октября 1941 года в поселке Приютово Республики Башкортостан, где в 1959 году закончил среднюю школу. В том же году он поступил на исторический факультет Башкирского государственного университета. По окончании учебы с 1964 по 1967 годы работал учителем истории и обществоведения в Кош-Елгинской средней школе Бишбулякского района Республики Башкортостан. С 1967 года Владимир Михайлович 9 лет работает в средней школе номер 4 поселка Приютово и руководит методическим объединением учителей истории города Белебея. С 1977 по 1979 годы обучается по целевому направлению от Башкирского государственного педагогического института в очной аспирантуре Московского государственного педагогического института имени Ленина по специальности методика преподавания истории. Его научным руководителем был известный методист, историк, профессор Петр Васильевич Гора. В 1980 году Владимир Михайлович защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук и стал работать на историческом факультете Башкирского государственного педагогического института. Приступил к работе с 1 февраля 1980 года. Отвечал на факультете буквально за все. С 1984 по 1988 год Владимир Михайлович Антонов был деканом исторического факультета. Я недолго был деканом, всего 4 года. Мне административная работа, откровенно говоря, не очень тяготила немного. Так. Я все свои силы вкладывал в эту работу. Так. Мне очень памятен выпуск 1985 года, где учились Петров Игорь, Якупов Рив. Такой прекрасный тогда был общеинститутский выпускной вечер. И такой у нас прекрасную реконструкцию провели студенты этого 5-го курса. За время своей работы в БГПУ Антонов вел основной курс по методике преподавания истории и обществознания в средней школе методики преподавания истории Башкирии. Вел и продолжает вести огромную научно-методическую работу в Институте развития образования Башкортостана, Управлении образования администрации городского округа города Уфы, одновременно работая в школе-гимназии номер 39 города Уфы. Владимир Михайлович является автором ряда статей и пособий научно-методического характера. Ежегодно разрабатывает задания и участвует в работе оргкомитета по проведению городских и республиканских олимпиад по истории и обществознанию. Владимир Михайлович продолжает работать на высоком профессиональном уровне с учителями города Уфы и Республики Башкортостан. Имеет правительственные награды и звание «Заслуженный учитель Башкортостана». Выпускники Акмулинского университета, ставшие учителями и работающие сейчас в сфере образования на благо страны, от всей души благодарят своего самого замечательного учителя. Владимир Михайлович, это для вас. И мы сами с удовольствием окунулись вот в этот огромный жизненный путь и жизнь практически, силы творческие, отданные и отдаваемые на благо такого замечательного дела. Ну а сейчас слово для вручения представляется еще раз первому проректору Алмазу Жоржовичу Мустаеву. Владимир Михайлович, просим вас. С удовольствием вручаю это благодарственное письмо как дань уважения, Михайлович, за ваш труд, за преданность учительской профессии, педагогическому институту. Ну, у меня лично, у коллег одно пожелание вам здоровья, творческого долголетия и не покидать институт истории нашего университета. Спасибо, коллеги. Удачи.
Спасибо большое, Алмаз Юрьевич. И мы можем продолжать далее. Владимир Михайлович с нами сегодня. И, конечно же, мы привыкли за многие годы видеть всегда крайне уважительное, практически благоговейное отношение Владимира Михайловича к своему учителю Петру Васильевичу Горе. Учителю, который возглавлял кафедру методики преподавания истории, тогда еще обществоведения и права Московского государственного педагогического института имени Ленина. И именно поэтому сегодня для приветственного слова готовился и Вяземский Евгений Евгеньевич, которого мы ждали. Но мы желаем ему скорейшего выздоровления, поэтому он сегодня не присоединяется сейчас к нам. И конечно же, я надеюсь, что мы хорошо поработаем с его коллегой с этой же кафедры. Кафедра сейчас методики преподавания истории Московского государственного педагогического университета Донской Надеждой Сергеевной, которая с нами и продолжит работу с нами далее в секции. Ну а я слово для приветствия передаю нашим партнерам Хазиеву Рустему Асхатовичу, научному руководителю исторического парка «Россия. Моя история», доктору исторических наук, профессору Рустем Асхатович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я с огромным удовольствием присутствую на сегодняшнем мероприятии, и Владимир Михайлович, как всегда, нас комментировал, и это очень здорово. И сегодня выпускается проект Институтом исторического, правового и социально-гуманитарного образования, именно организованная первая всероссийская конференция с международным участием, посвященная очень важному направлению современной деятельности, это повышение качества исторического образования. И исторический парк «Россия. Моя история», и я, как научный куратор исторического парка «Россия. Моя история», мы уже несколько лет сотрудничаем с вашим институтом, и был проведен целый ряд мероприятий, как раз направленных на то, чтобы совершенствовать качество преподавания истории, используя визуальные компоненты, или то, что сейчас называют Digital History. И все это прежде всего направлено на реализацию того проекта, о котором и озвучили вот в такой непростой пандемический период времени летом 2021 года был, вы знаете, подписан указ о проведении целого ряда мероприятий, посвященных историческому просвещению. И исторические парки России «Моя история», их более уже сейчас 23, 2 запускаются, они стали площадками, на которых реализуется именно практическое воплощение многих цифровых проектов, ориентированных на то, чтобы историческая визуалистика была важной вспомогательной компонентой для формирования у школьников знаний, умения, владения, для того, чтобы иметь целостное, историческое, выверенное, грамотное представление о том, что, собственно, представляет из себя история, более чем тысячелетняя история нашего государства. Исторический парк «Россия. Моя история», на площадке которого завтра будет проводиться мастер-класс, это беспрецедентный, не имеющий аналогов в мире проект, где в одной исторической линейке изложено самыми современными технологическими способами истории российского государства с момента догосударственного периода, образования древнерусского государства, и историческая линейка доводится до сегодняшнего дня. Я искренне от лица своих коллег исторического парка «Россия. Моя история» желаю вам плодотворной работы и ждем вас завтра на одной из площадок, которая интегрирована в вашу сегодняшнюю работу. Желаю вам успеха и прежде всего, чтобы те новые наработки, которые вы выработаете в рамках этой конференции, были успешно реализованы в практической деятельности как методистов, так и учителей истории, конечно, которые уже по сути своей интегрированно в себе сочетают два направления. Учитель, который просвещает, учитель, который образовывает, но при этом использует различные методики реализации, просвещения, образования и воспитания молодого поколения россиян, грамотных, образованных и исторически выверенно понимающих
все те процессы и явления, которые переживала наша страна. Всего вам доброго на различных площадках конференции. Спасибо большое, Рустам Асхатович, благодарю вас. И я должна представить сразу и поблагодарить всех наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем и долговременно уже, и продуктивно. Это, как я уже сказала, мультимедийный исторический парк. Спасибо большое. И также региональное отделение Ассоциации учителей истории и обществознания. И председатель этого отделения, доктор исторических наук Абуденова Гульнар Талгатовна. И, конечно же, Центр развития талантов Республики Башкортостан «Аврора». И сегодня представители этого центра также к нам присоединятся, и мы надеемся на очень хорошую, продуктивную работу в секции. Хотелось бы озвучить некий регламент нашего мероприятия. Да, это 2 дня, как вы видели в конференции, как вы видели в программе. Вы, наверное, обратили внимание, раз уже подключились, что все ссылки, которые есть в программе, они интерактивные. Вы нажимаете на ту ссылку, которая заявлена, размещена возле пленарного заседания или возле той секции, в которую вы потом пойдете, и точно так же подключитесь к Zoom и сможете принять участие. Все секции интерактивные еще в том плане, что мы надеемся на хорошее, широкое обсуждение тех вопросов, которые заявлены в проблемном поле конференции. Ну и на всякий случай вы обратили внимание, что есть ссылка на YouTube-канал, то есть для тех, кто хочет только быть сторонним наблюдателем, слушателем. Ну, и нужно сказать, что YouTube-канал будет демонстрировать и саму видеозапись всех площадок. Вы на YouTube-канале потом в ближайшее время сможете посмотреть на YouTube-канале как БГПУ нашего университета, так и на канале наших партнеров, то есть это Центр развития талантов «Аврора». Поэтому наша пленарная часть, к которой мы переходим, до 12 часов по регламенту. И, конечно же, те вопросы, которые мы заявили и хотели бы сегодня обсуждать, это вопросы, касающиеся непосредственно проблем преподавания истории и обществознания. Те вопросы, которые волнуют практиков, волнуют ученых. Это и вопросы, связанные с внедрением, развитием новых технологий, цифровых технологий в образовании, технологий методического инструментария, который, опять-таки, будет направлен и будет помогать нам повышать качество исторического и обществоведческого образования. Безусловно, это вопросы олимпиадного движения, цели и ценности олимпиадного движения. Это и вопросы, связанные с оценкой качества исторического и обществоведческого образования, перспективными моделями, экзаменационными моделями, связанными с нашими предметами. Это и, безусловно, предмет нашего обсуждения — воспитание истории. Воспитание и раскрытие, реализация воспитательного потенциала предметов истории, обществознания, права на уроках и во внеурочной деятельности. Поэтому разрешите еще раз перейти уже к пленарному заседанию. С каждым спикером я буду знакомить, наверное, вас отдельно, насколько мы убедились, все спикеры с нами сегодня здесь. И сейчас нас слушают и присоединились уже к нам те зарегистрированные участники, с которыми мы также давно сотрудничаем из разных регионов России и также из дружественной нам Беларуси, коллеги из Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Это и учителя нашей республики, учителя истории и обществознания. Еще раз хочу пожелать всем нам хорошей, продуктивной работы. И первый доклад, открытие, наверное, нашего пленарного заседания, нашей пленарной сессии не случайно. Мы очень надеемся и ждем этого доклада. Это доклад Стреловой Ольги Юрьевны, доктора педагогических наук, профессора кафедры теории и методики обучения Хабаровского краевого института развития образования. Ольги Юрьевны, которая имеет самое непосредственное отношение к творческому, профессиональному пути Владимира Михайловича Антонова. Я думаю, что она сама, наверное, и скажет, почему, раскроет этот секрет. Ольга Юрьевна, пожалуйста, ваш микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги.
благодарю вас за приглашение участвовать в этой конференции и также за интересно поданную идею о теме моего выступления. Я приготовила презентацию, и сейчас вы видите эту уникальную тему, которая будет исполняться впервые. Хотя о экосистеме современного образования я задумывалась уже не раз, а вот поместить или соотнести ее методику обучения истории с данной экосистемой исторического образования у меня сегодня получится впервые. Можно следующий слайд? Конференция, на которой мы с вами сегодня присутствуем, как уже говорилось, посвящена 80-летию Владимира Михайловича Антонова. У нас действительно с ним общее альма-матер, Московский орден Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, государственный, как тогда назывался, педагогический институт имени Ленина. И действительно это было то здание, которое стояло на, по крайней мере, у метро Фрунзенская, а на юго-западе еще ничего не росло и ничего не строилось. И именно в этом здании спустя, как я поняла, спустя 5 лет после защиты кандидатской диссертации Владимира Михайловича я встретилась с профессором, которого уже сегодня вспоминали, с профессором Петром Васильевичем Гора, и тоже стала аспиранткой кафедры методики обучения истории. Защитила я свою кандидатскую диссертацию в 1988 году, но уже в только что отстроенном здании, холодном, таком, не таком теплом и не таком романтичном здании на юго-западе. Можно дальше? Я помню, что на первой лекции, которую в новом учебном году мы с новыми аспирантами-первокурсницами посещали у Петра Васильевича Горы, наш учитель, наш вечный учитель, наш уважаемый, любимый учитель, показывая вот ту самую схему, которую сегодня можно найти в интернете. Схема называется «Факторы и закономерности обучения истории». Вот представляя эту схему, Петр Васильевич сказал студентам: вот в этом вся методика. Ну, конечно, это была шутка, возможно, многими сразу не понятая, потому что Петр Васильевич сам добавлял, что да, тут же мне студенты подходили и говорили: Петр Васильевич, если это вся методика, то когда можно прийти и сдать вам экзамен? На самом деле все не так просто, и даже в рамках каждого из этих 5 факторов и закономерности связи, которые их объединяют, огромная и неустаревающая глубина, актуальность. Не случайно на этот же слайд я вынесла, к сожалению, последнюю книгу нашего учителя «Повышение эффективности обучения истории в средней школе», которая вышла в год смерти Петра Васильевича. Он же этот 88-й год стал и годом моей защиты диссертации, поэтому вот тут книга пришла как бы как последнее напутствие моего учителя на только что открывшемся моем профессиональном пути. Данная схема находится и на внутреннем титуле этой книги, а вот вся внутренняя структура этого методического, серьезного методического труда, она дальше организована так или иначе вокруг этих факторов. В одном номере жили. Можно дальше? Петр Васильевич очень серьезно относился и к методике обучения истории как педагогической науки, и к тому, что организовывала основу этой педагогической дисциплины. Но я вынесла на слайды, по крайней мере, 2-3 очень важных его идеи о том, что знание закономерности обучения истории – это необходимое условие повышения его результативности. И таким образом идеи Горы
через 40 с лишним лет перекликаются с тем, чему посвящена сегодня и наша конференция. Петр Васильевич считал методику прикладной наукой, все положения которой, в том числе и теоретические, направлены на повышение качества образования, воспитания и развития учащихся. И мне очень актуальной показалась мысль, которую я тоже нашла в этой книге, готовясь к данному выступлению, что разнообразие факторов, их взаимодействие и их влияние на качество обучения учащихся может происходить совершенно по-разному. И я бы взяла на себя смелость говорить, что Петр Васильевич своим ученикам завещал не некую догму, не некую константу, которая не должна была изменяться во времени, а наоборот дал очень гибкий, очень функциональный, адаптируемый к новым реалиям методический, научно-методический аппарат, который я и хочу дальше представить вот в следующем направлении будущего методики, а отчасти и ее уже настоящего. Дальше. Речь пойдет о том, что в 21 веке все чаще говорят об экосистеме образования. В интернете и, возможно, в каких-то печатных публикациях можно найти, и вы найдете самое разное количество и разнообразие определений того, что это такое. Я даже вынесла на свой сайт несколько таких визуализированных схем с разной долей успешности, объясняющих, что это такое и что нужно понимать под таким сегодня достаточно еще новым и недостаточно осмысленным понятием, как экосистема образования. Если говорить в общем, то это сети взаимосвязанных и разнотипных субъектов, которые участвуют в процессе обучения, воспитания и развития в течение всей жизни человека. Эти экосистемы, эти образовательные сети объединяют учащихся и сообщества, которые причастны к образованию, к историческому образованию школьникам, в стремлении раскрыть индивидуальный и коллективный потенциал обучающихся, а соответственно и повышать качество общего образования. И еще мне кажется важным, анализируя разные подходы, еще не устоявшиеся определения, делать акцент на двух принципиальных идеях или двух принципах, организующих эти сети, организующих взаимодействие входящих в них субъектов. Эти идеи, эти принципы партнерства и взаимодействия. И именно в этом ключе на следующем слайде я попыталась тоже впервые в мире, впервые в своей жизни представить, нарисовать, визуализировать ту самую экосистему исторического образования, в которой основа и учебного, и теоретико-методического процесса в лице вот в той самой узнаваемой схемы вписана в огромную и на этом слайде неисчислимую линейку, хотя это совершенно не линейка, да, связей и отношений, в которых школа обязана просто потому, что изменился мир, изменились условия, а школа, учитель истории, методисты, преподающие, разрабатывающие учебно-методические материалы обязаны видеть и выстраивать вот эти самые эффективные связи партнерства, поэтому школа здесь очень условно помещена в центр для того, чтобы мы только помнили о том, что наша конференция носит педагогический характер. Центральное место школы еще в этой экосистеме нужно завоевать конкретной школе, не в школе как институту вообще, а конкретно каждой школе, конкретно каждому учителю, конкретно каждому учебнику еще нужно завоевать и завоевать вот в этих
самых отношениях. Отношениях с современной исторической наукой и с педагогической наукой тоже. В отношениях с публичной историей, о которой мы обязаны сегодня знать, и влияние которой на историческое просвещение школьников мы тоже должны принимать во внимание. Взаимодействие с архивами и музеями, взаимодействие с сайтами, блогами и порталами, в первую очередь, конечно, теми, кто тоже так или иначе освещает историческое прошлое. Устная история, места памяти и многие-многие другие, которые просто не укладываются у меня сейчас на эту схему. Институты, корпорации, организации, общественные объединения и многое-многое другое, что сегодня наполняет и делает наш мир разнообразным, а вместе с ним источники и ресурсы исторического образования школьников. Вот все это сегодня должно существовать не само по себе, а в тесном взаимодействии и в диалоге с научно-методическим подходом к историческому образованию, который этот подход несет теория и методика обучения истории как наука. И заключительный слайд. Я хочу представить две с профессором Вяземским наши последние работы, которые движутся вот в этом направлении к экосистеме исторического образования. Но одна из них, вышедшая уже 3 года назад, это тематические уроки к календарю образовательных событий, где представлены основные направления и основные принципы проведения образовательных событий коммеморативной направленности, прежде всего и главным образом основанные на вот тех самых ресурсах публичной истории, научно-исторических материалов, архивах, музеев, ну и так далее, всего того, о чем говорилось на прошлом слайде. И наша книга, вышедшая в 2021 году, это тоже тема, попытка обоснования, взглянуть на педагогическое сопровождение, не на руководство, не на управление учебными проектами школьников, а на педагогическое сопровождение сложной, многоуровневой, многоэтапной проектной деятельности школьников в рамках учебного предмета история и внеклассной деятельности по этому предмету, той деятельности, которая ведет не к продукту. Ключевая идея в определении понятия учебный проект ведет не к материальному, отчужденному от школьника продукту, а ведет к обретению этим каждым школьником, участвующим в проекте, индивидуальным опытом творческого освоения мира. Ну и здесь представлена еще одна книга, в которой я тоже принимала самое активное участие. Это первое региональное учебное пособие для школьников Хабаровского края «История Дальнего Востока России в древности и Средневековье», где контент этого учебного издания сделан на очень интересном и на очень продуктивном, вот как раз в жанре экосистемы исторического образования, партнерстве с Хабаровским краевым музеем. Поэтому благодарю вас за внимание, благодарю еще раз за возможность озвучить мысли, идеи, некоторые опыты в том направлении, становления экосистемы исторического образования в России. Ну и, конечно, я еще раз обнимаю и целую Владимира Михайловича. Я всегда жду ваших, Владимир Михайлович, звонков, ваших теплых слов, ваших добрых и интересных мыслей. Спасибо. Ой, нужно говорить, да? Ольга Юрьевна, огромное вам спасибо за такое внимание, что вы вспомнили вот наш альма-матер, значит, наш альма-матер, Московский государственный педагогический университет, Петра Васильевича Горы. Это незабываемо, конечно, вот такую школу прошел, как и вы, школу Петра Васильевича Горы. Вот меня на жизненном пути вот становления методиста встретились немало людей, которые помогли стать методистом. Например, вот Зинаида Ивановна Капшанина, ученица Стражева, у нее писал впервые дипломную работу по методике в БГУ.
А затем Нейт Григорьевич Дарин, ему предстал реферат, и он написал прекрасный отзыв мне и рекомендовал поступить на курс Центрального института совершенных учителей, что я и сделал. Потом пришлось прервать по семейным обстоятельствам. Потом, конечно, это ленинградские дамы, такие милые. Именно там сдавал кандидатский экзамен по методике обучения. Это Евгения Викторовна Петрова, заведующая кафедрой. Это Нина Алексеевна Сречикова, которая стала потом моим оппонентом. Это Анна Владимировна Дружкова, главный специалист по методике обществознания в советское время. А потом, конечно, это школа Первоосерчьей горы. Незабываемые, конечно, это годы учебы в аспирантуре, когда он каждые 2 недели собирал аспирантов, индивидуально беседовал, свои идеи проповедовал перед нами и так дальше. Так, нам первый год у меня не очень получалось что-то. Он встал, например, Прохор Галина Абрамовна. А потом у нас прекрасно сложились отношения, и до конца жизни это отношение поддерживал. Да? А потом, конечно, знаком с вами, конечно, был вначале знаком с вашими работами, Ольга Юрьевна, а потом, начиная с 2011 года, же личное знакомство. Именно то, что вы разрабатываете и так далее, это все это меня подбадривает. Все это есть, вот, предположим, последние 4 прекрасные статьи «Читать грамотность», посвященные в журнале преподавания истории. Я сразу подхватил и ваши идеи, и пытался донести до уфимских учителей, и так далее. Огромное спасибо, Ольга Юрьевна. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Вы практически задали жанр, да, нашей конференции, потому что мне теперь хочется все доклады объявлять как вот в продолжении логики экосистемы мы будем говорить об этом. И, к сожалению, Марат Хамитьянович задерживается, мы его ждем, поэтому я предоставлю сейчас слово нашему коллеге Кузнецову Вячеславу Михайловичу, кандидату исторических наук, доценту кафедры истории России и зарубежных стран Челябинского государственного университета. Он будет говорить о современных моделях историко-краеведческого образования на примере регионов Урала. Как я уже сказала, да, в продолжении логики экосистемы. Ведь как много сегодня вопросов было поднято буквально на недавно прошедшем съезде историков, Всемирном конгрессе историков, о том, как должна соотноситься история, каково соотношение всеобщей и отечественной истории, каково место локальной истории в ее изучении и воспитании, образовании нашего подрастающего поколения. Вячеслав Михайлович, вы с нами? Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Да, вас очень хорошо слышно. Хорошо, замечательно. Я очень рад подключиться к работе. Спасибо большое за приглашение. Конечно, я присоединяюсь к тем поздравлениям, которые прозвучали сегодня в адрес Владимира Михайловича. Ну, на самом деле, значит, всегда интересно приезжать в Уфу и участвовать в тех мероприятиях, которые вы проводили в педагогическом университете. И та большая конференция, которую проводили совместно с Ассоциацией учителей истории и обществознания на федеральном уровне. Ну, я думаю, что наша сегодняшняя встреча продолжает эту логику в нашей совместной работе, нашего сотрудничества, тем более, что мы самые близкие, наверное, друг другу регионы, Челябинская область и Республика Башкортостан. Поэтому, конечно, нам всегда интересно познакомиться с вашим опытом, представить те наработки, которые есть у нас. Ну и особенно, наверное, интересно всегда обмениваться опытом по наработкам в системе историко-краеведческого образования. Я думаю, что, значит, такие встречи очень нужны. Так, коллеги, я не вижу, будет презентация, каким образом показываться? Мне говорят, что у вас есть доступ к демонстрации. Так, да, так, Вячеслав Михайлович. Демонстрация экрана. Так, с рабочего Наши стола, замечательные да? сотрудники, которые осуществляют сегодня техническое сопровождение, без которого, в принципе, ничего бы не получилось, да, они очень жестки были к тому, к скольки кто прислал презентацию. Так, хорошо, сейчас я включу презентацию свою. Демонстрирует Секунду. самостоятельно. Угу.
Да, я думаю, сейчас все получится. Закройте дверь потом, ладно? То я это выступаю. Угу. Сама-то что? Я на этом. Так, коллеги, я загружаю презентацию. Видно ее или нет? Так, поделиться. У меня все работает, как у вас? У нас тоже. Да, замечательно, хорошо. Итак, моя тема была заявлена «Современные модели историко-краеведческого образования» на примере регионов Урала. Значит, понятно, что со своим самоваром в Тулу не очень правильно ездить, да, естественно, мы знакомы с тем опытом, который накоплен у наших коллег по историко-краеведческому образованию в Республике Башкортостан и в Свердловской области, в других регионах Урала. Ну, я постараюсь показать, каким образом вот наши различные методические пособия и учебные пособия для детей вписываются в, как правильно задала тренд Ольга Юрьевна, в нашу экосистему исторического образования. Ну и меня представили как доцента Челябинского государственного университета. Я также, как и Владимир Михайлович, веду методику преподавания для студентов-историков, будущих учителей. Ну и кроме этого я работаю с недавнего времени заместителем директора по образовательной экскурсионной деятельности в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Это тоже один из элементов нашей экосистемы. Ну и я думаю, что на самом деле, чем наша палитра более разнообразна, да, тем, наверное, более интересна и эффективна наша работа в плане исторического просвещения и образования для детей. Ну и я бы хотел остановиться на заявленных, представленных на презентации вопросах. Понятно, что в отведенное время это будет несколько в таком конспективном порядке. Мы учитываем, конечно, нормативные требования по реализации региональных, национальных, этнокультурных особенностей. Значит, для того, чтобы наша работа была эффективна, нужно, естественно, соответственно, учебно-методическое обеспечение, необходимо отрабатывать методики и образовательные технологии, ну и отдельно, наверное, нужно обратить внимание на систему достижения образовательных результатов, в том числе то, что касается историко-краеведческого образования. Дальше я, наверное, еще раз напомню о том, что есть разные подходы к формированию истории, выстраиванию, вернее, структуры историко-краеведческого образования. Нам представляется, что их можно объединить вот такими моделями. Это дисперсно-урочная, модульно-тематическая, предметно-курсовая и интегрированная, когда, значит, основное наше базовое образование, наши уроки истории, они находят свое продолжение в системе дополнительного образования. И, собственно, в этой структуре, в этой логике я представлю тот опыт, который накоплен у нас в Челябинской области. Эта работа проводится у нас, естественно, совместными усилиями, задействована Ассоциация учителей истории и обществознания. У нас активно работают различные
научное объединение историков и краеведов, областное общество краеведов, региональное отделение Союзов краеведов России. Мы взаимодействуем здесь с разными структурами, которые значит, есть у нас в Челябинской области, ну и соответствующие структуры есть и в других регионах Урала. Значит, наверное, достаточно подробно разберу как раз дисперсно-урочную модель, про основные, а остальные будет в таком назывном порядке, наверное, информация. Для тех, кто будет заинтересован, можно будет и посмотреть те публикации, которые представлены в открытом доступе, я на это буду ссылаться. Ну и, соответственно, надеюсь, что продолжится такое общение и взаимодействие уже на различных других наших площадках и на секциях конференции. Дисперсно-урочная модель, значит, предполагает, что помимо основного базового курса истории мы, соответственно, включаем дополнительные различные материалы по истории региона и родного для учащихся края, вынес на первый план, значит, вот эти обложки книг, наши сборники. Почему? Потому что обычно мы все-таки, значит, начинаем с древности, да, все время изложения исторического материала, и когда дойдем до современности или не хватит времени, или отдельно у нас рассматривается эти вопросы в курсах обществознания, я все-таки напоминаю о том, что у нас и ассоциация работает учителей истории обществознания, и учителя, естественно, практики, значит, ведут обычно 2 предмета истории обществознания, поэтому, сосредоточив внимание на историческом образовании, мы, собственно, вопросы современного развития региона, Челябинской области, города Челябинска, не забываем, тоже на них обращаем внимание. Ну и здесь вот очень хорошая связка. С одной стороны, мы говорим о становлении традиций парламентаризма в Челябинской области на протяжении 20-го, начала 21 века, и на конкретных исторических примерах, на историческом опыте мы, собственно, ориентируем детей в современной нашей ситуации. Да? Ну, недавно прошли выборы в Государственную Думу, естественно, это все происходит на глазах наших детей, ну и еще раз все-таки задумываемся о том, для чего нам нужно знакомство с историческим опытом, с историческим прошлым, да, если он нам не будет востребован в нашей современной жизни. Мне кажется, здесь, значит, с этим, ну, главная, наверное, задача, о чем нужно говорить. Дальше, значит, в соответствии с этой моделью не только по истории, но и по другим предметам, обществознанию, географии, изобразительному искусству, музыке, в Челябинской области приготовлены методические пособия. Это и фрагменты рабочих программ для педагогов с тематическим планом, и в этих же пособиях представлены разработки, технологические карты учебных занятий, поскольку мы говорим о дисперсной модели, дисперсно-урочной модели исторического образования. Вот учителя, соответственно, отдельные уроки в логике преподаваемого предмета включают региональный и краеведческий материал в свою систему преподавания. Эти книги размещены на сайте Института повышения квалификации, они размещены в ВКонтакте в нашем сообществе учителей истории и обществознания, поэтому вот я их зрительно представляю через обложки, с содержанием можно будет познакомиться для наших коллег достаточно легко. Ну, здесь вот пример, опять же, мы начинаем с истории древних страниц Южного Урала, соответственно, значит, есть и тематическое планирование, и подготовлено в издательстве «Русское слово» пособие для 6 класса по истории Южного Урала с древнейших времен. Южный Урал — понятие у нас
очень растяжимая, да, и в том числе Республика Башкортостан у нас является Южным Приуральем. У вас есть в издательстве «Русское слово» своя линейка, подготовлена этих пособий для основной школы, но, может быть, наши методические идеи, какие-то приемы будут полезны и учителям Республики Башкортостан. И обращая внимание, вот о чем я говорил, да, соответственно, курсивом выделены темы, которые конкретизируют на региональном местном материале общероссийскую тематику, и отдельно в тематическом плане у нас выделены позиции, которые касаются контроля. И к контролю у нас не только, собственно, сами контрольные или проверочные работы предлагаются, да, мы их включаем только отдельными заданиями в контрольную работу по истории России соответствующего периода, но еще и практические работы, которые не только осуществляют контроль, позволяют осуществить контроль, но еще и, собственно, позволяют учителю отрабатывать необходимые умения, навыки, ну или сейчас мы говорим об функциональной грамотности или различных видах компетенций. Это как раз тоже можно все реализовать на региональном материале. Вот на этом слайде я представил такую перспективную нашу, значит, модель. Да, мы здесь видим и методические пособия, которые являются основой, дальше учебные пособия для педагогов. Ну и кроме этого мы еще обращаем внимание на картографический материал. У нас подготовленный и атлас по истории Южного Урала и, соответственно, контурные карты, которые тоже с вопросами и заданиями, это вот также позволяет реализовать практическую часть нашей программы по истории. Ну, я обращу внимание на 10-11 класс. Сейчас у нас это, ну, и, наверное, и чаще всего, и всегда так и было, 20 век на особом контроле, на особом внимании. Здесь у нас не только вот одно общее учебное пособие по истории Южного Урала до 20-го, начала 21 века, еще по старой системе, это 9 класс у нас пособие, но его материалы основные не устарели, можно ими использовать, и для учителя практически по всем ключевым темам первой половины 20 века у нас подготовлены методические рекомендации. Это Южный Урал и Первая мировая война, Российская революция и гражданская война, это вот методическое пособие «Уроки памяти», посвященное истории политических репрессий. Ну и вот я только вчера, буквально вечером, ночью вернулся из Магнитогорска, там проводились петровские чтения, посвященные памяти новомучеников и исповедников российских, это вот в контексте изучения политических репрессий, да, в том числе на Южном Урале. Соответственно, тема актуальная. Ну вот после Магнитогорска сегодня присоединился к работе нашей сегодняшней конференции. Ну и, конечно, отдельное внимание уделяем изучению истории Великой Отечественной войны. Далее у меня, значит, по каждому этому пособию есть разработки, значит, вернее, в презентации представлены более подробно. Я, наверное, не буду уже их характеризовать, но еще раз вот скажу, методическое пособие. Здесь мы использовали идеи Ольги Юрьевны, преклоняясь просто перед талантом нашего выдающегося методиста современности. Смотрите, история в лицах, исторические источники, ремесло историка, история художник, история и память. Это те дополнительные линии исторического образования, которые выделила, обосновала Ольга Юрьевна. Мы на региональном материале использовали эту идею и структурировали таким образом наши пособия. Помимо традиционных документов, которые мы опубликовали вместе с нашим Объединенным государственным архивом Челябинской области, мы еще обратили внимание и на визуальные источники информации и методику работы с ними. Дальше то, что касается изучения гражданской войны и революции, у нас была публикация отдельная, подробная с моей коллегой Мариной Сергеевной Салминой. Она и автор у нас и учебника, и победитель конкурса
учителей, педагогов, краеведов, работающих с детьми и молодежью, выступала неоднократно тоже на всероссийском уровне. Вот здесь вот очень интересно у нас варианты изучения этой темы, помимо традиционного комбинированного урока, урок-практикум, урок-суд, урок-вернисаж, внеклассного чтения, экскурсия и так далее. Соответственно, эта тема тоже в зависимости от особенностей класса, школы, учителя, опыта самого учителя, соответственно, мы эту тему тоже представляем в различных методических вариантах. Ну, как один из вариантов, интересна очень картина в нашем Государственном историческом музее, бывший краеведческий музей Южного Урала. Вот ключевой, наверное, момент не только южноуральской, но и отечественной истории – это восстание чехословацкого корпуса, прошу прощения, с которого многие историки ведут начало полномасштабной гражданской войны в России. Соответственно, представлено также методическое пособие для детей, для учителей, это «Хрестоматия практикум». Значит, вот про методическое пособие по истории политических репрессий я, значит, тоже упоминал. Ну и, значит, вот последнее наше издание в этой серии «Методические рекомендации по изучению Второй мировой и Великой Отечественной войн». Обратите внимание, здесь вот эта вот идея связки всеобщей истории, истории России региональной нами реализована, и мы, собственно, идем в русле тех идей, которые обсуждались на съезде учителей истории, да, вот, который прошел в Москве на прошлой неделе. Мы говорим о том, что необходимо, значит, разрабатывать и региональный историко-культурный стандарт. Здесь вот мы предложили такой региональный историко-культурный стандарт по теме Великая Отечественная война и Южный Урал. Соответственно, также в различных моделях может быть реализовано содержание по истории Великой Отечественной войны. Мы говорим, что это могут быть и отдельные сообщения на уроках о наших земляках, южноуральцах. Это может быть практикум, поскольку мы тыловой регион и главное внимание уделяем, значит, истории тыла в годы Великой Отечественной войны. Ну и нас объединяет с Уфой еще и почетное звание города трудовой доблести, да, соответственно, так же, как и с Екатеринбургом. Ну и отдельно мы предлагаем провести урок «Наш район, город в годы войны». Соответственно, не буду здесь подробно характеризовать, но пример все-таки покажу. Да? Собственно, планирование, содержание историко-культурного стандарта у нас представлено таким образом. И здесь еще курсивом выделен как раз вот местный, не только региональный, но и краеведческий материал. Дальше, соответственно, есть перечень основных дат, и выделено, собственно, две даты, которые являются ключевыми. На уровне законодательного собрания Челябинской области принято решение о памятной дате, о праздновании памятной даты в Челябинской области. Это День героев Танкограда. Также персональные представлены, значит, в региональном историко-культурном стандарте. И это не только герои войны, но и организаторы производства, конструкторы военной техники, труженики тыла, деятели культуры и общественные деятели. Те, которые были эвакуированы к нам и работали здесь на Южном Урале, ковали меч победы. Ну и наши земляки, которые прославили наш край в годы войны. Отдельно можно говорить об истории металлургии на Южном Урале, у нас есть такое пособие. Значит, несколько примеров о том, как мы включаем в типологии ЕГЭ, ОГЭ и в всероссийских проверочных работ материалы или отдельные задания по проверке усвоения регионального содержания исторического образования. Значит, ну вот тоже просто в качестве такого знакомства можем говорить. Да? Значит, посмотреть, вот как представлены картографические задания в общероссийских атласах и картах. И здесь вот как раз граница проходит у нас при Урале, еще Республика Башкортостан отражена у нас на обычно картах учебных, а то, что находится за Уралом, это уже может быть и не отражено в принципе на карте. Поэтому мы сделали свои дополнительные такие карты, разработали
разработали, значит, ну вот, допустим, в планировании не таким образом отражены. Можно посмотреть, что здесь задания ориентированные на метапредметные, на личностные результаты, и позволяют они отрабатывать вопросы функциональной грамотности. Ну и дальше в назывном порядке также обозначу модульно-тематическая модель. Допустим, по истории Южного Урала у нас есть отдельное пособие и для детей, и для учителей. Ну, Гульнара Талгатовна, значит, мы с вами сотрудничаем и в этом плане, да, значит, и здесь Николай Борисович Виноградов, конечно, сделал очень большую разработку по обществознанию. У нас есть тоже целый комплект, то, что касается вот вопросов современного развития Челябинской области отдельным модулем. Отдельный модуль у нас есть по истории городов и территории Челябинской области. Вот очень серьезный комплект, допустим, в Магнитогорске у нас представлен. Вот дальше предметная курсовая модель, которая требует дополнительного выделения часов или в учебном плане, или в плане курсов неурочной деятельности, или разрабатываются программы дополнительного образования. Соответственно, здесь вот, наверное, также актуально для наших коллег из Уфы и Башкортостана будут вопросы этнокультурного, поликультурного образования и духовно-нравственного воспитания. Мы делаем здесь такую перекличку между общим курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Дальше Ольга Борисовна узнала, конечно, свой учебник обществознания 5 класса и целый комплект. И в этой же системе мы предлагаем и наш курс краеведения рассматривать, который посвящен истории и культуре народов Южного Урала. Есть у нас несколько сборников программ элективных курсов по обществознанию, географии и другим предметам. Ну и отдельно остановлюсь, наверное, опять же, мы используем идею, которую предложила Ольга Юрьевна по разработке программы «Границы», «История и границы», «История, география границ». Вот в этом сборнике у нас представлено, так же, как и Хабаровский край, мы регион пограничный. Для нас эта тема актуальна. И границы разные. Это не только границы политические, это границы между европейской и азиатской частью России, между Уралом и Сибирью. И различные природные зоны представлены у нас на Южном Урале, поэтому это очень интересный такой элективный курс, который мы по идее Ольги Юрьевны разработали уже на нашем местном материале. Ну вот этот наш комплект учебно-методических пособий по краеведению, да, он представлен здесь. Ну, сейчас проходит перепись населения, поэтому тоже это актуальная тема, мне кажется. Значит, вот таким образом у нас представлены программы элективных курсов для старших классов. Ну и точно так же, как, значит, в Оренбургской области, в Республике Башкортостан есть пособие «Россия, Башкортостан. Общность исторических судеб». Мы, значит, с завистью смотрим на этот опыт, поскольку это очень серьезное, фундаментальное такое пособие, которое позволяет реализовать вот целый курс, посвященный региональной истории. Ну и последние несколько слайдов, то, что касается дополнительного образования. У нас разработана программа «Юный краевед». Вот ее структура здесь не по годам обучения, а по модулям: ознакомительный, базовый, специализированный, индивидуальный и событийный. Вот, ну и это уже, условно говоря, позволяет детям получить дополнительное, а не просто общее историческое образование, как будущих или там как юных музееведов, да, как юных краеведов. Соответственно, здесь представлены у нас названия модулей, которые реализуются в этой программе, и они тоже в свободном доступе. Можно скачать эти программы на сайте Института повышения квалификации ЧИПКРО. Здесь путь вот обозначен на этом слайде. Надеюсь, что я не очень задержал, отнял много времени, но было на самом деле очень интересно и присоединиться к вашей работе, ну и поделиться тем опытом, который у нас есть в Челябинской области. Коллеги, спасибо большое за внимание.
Спасибо большое, Вячеслав Михайлович, очень содержательный, очень интересный опыт, и мы вдвойне рады, что это наши соседи, Челябинск, и действительно очень много по содержанию моментов, которые пересекаются, и моментов в локальной истории, которые могут быть действительно основой для очень интересных межрегиональных проектов. Ну да, по времени, коллеги, регламент. Хотелось бы нам все-таки уложиться и не отклоняться от нашей программы. Еще раз благодарю и передаю слово тоже нашему партнеру, коллеге. Уже вы видите сочетание не только вузовской практики, но и научных организаций. Марданову Марату Хамитьяновичу, директору Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан. Марат Хамитьянович, вам слово о проектах Всероссийского исторического общества и школьного исторического образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, участники большого форума, посвященному обеспечению качества исторического образования. Безусловно, актуальная тема сегодня избрана в качестве основной повестки. Я благодарен то, что сегодня предоставлена возможность выступить в том числе представителям исторической общественности. Хотелось бы сегодня поговорить, наверное, обозначить основные проекты Российского исторического общества и участие в них регионального отделения Российского исторического общества в Республике Башкортостан, которое было создано в феврале текущего года. Хотелось отметить, что еще в 2012 году 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, исследовательских фондов и средств массовой информации стали учредителями Российского исторического общества, которое стало историческим преемником существовавшего до революции Императорского русского исторического общества. И на сегодняшний день региональное отделение общества создано более чем в 57 регионах страны. Как я уже отметил, решением Президиума Совета Российского исторического общества 4 февраля текущего года было создано наше региональное отделение, которое поддержал тогда инициативу группы историков, представителей Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета, Института исторического, правового, социально-гуманитарного образования Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, Национального музея, Национального архива и нашего Центра гуманитарных исследований. Был создан совет отделения, в который вошли 10 членов инициативной группы. Решением общего собрания буквально в июне текущего года все члены Совета стали членами Российского исторического общества. Хотелось бы отметить, что Башкортостан – это регион, обладающим существенным историко-культурным наследием. В общем-то, сегодня уже коллеги это неоднократно отмечали. И наша цель, чтобы региональное отделение стало площадкой, на которой научные, образовательные, просветительские организации республики, а это и вузы, и архивы, и библиотеки, и музеи, могли координировать свою деятельность. Ну и, безусловно, это расширение контактов, связи внутри России и за рубежом, возможность анонсировать свои мероприятия на федеральном портале, сайте Российского исторического общества. Хотелось отметить, что мы достаточно активную работу на сегодняшний день ведем с нашими партнерами. Прежде всего, это Башкирским республиканским отделением Российского общества историков-архивистов, которое, кстати, вот в настоящее время проводит свою традиционную конференцию по археографии Южного Урала. Вот в этом году она посвящена 90-летию нашего выдающегося академика Александра Агановича Чубарьяна. Также мы взаимодействуем с Уфимским отделением Союза краеведов России, Башкирским региональным отделением Русского географического общества. Членами Совета отделения также являются руководство регионального отделения Военно-исторического общества,
археологическое общество взаимодействуем. Хотелось бы отметить, что вот эти связи, эти контакты помогают очень активно развивать деятельность нашего отделения по ряду направлений. И хочу сказать, что отделение Российского исторического общества в республике осуществляет на сегодняшний день большую информационно-аналитическую деятельность, в рамках которой способствует распространению информации о проектах Российского исторического общества. В том числе мы приступили к экспертизе заявок на конкурсы «Фонд истории Отечества». А напомню, что рекомендация регионального отделения дает дополнительные 5 баллов при рассмотрении заявки. Коллеги, позвольте напомнить и рассказать о наиболее значимых проектах и конкурсах Российского исторического общества, а их в настоящее время реализуется более 45 крупных проектов, направленных на повышение качества исторического образования. Прежде всего, я бы на большом форуме хотелось бы обратить внимание, что приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июня текущего года Российское историческое общество определено в качестве центра ответственности по укрупненной группе специальностей направления подготовки истории и археологии. Созданная Российским историческим обществом специальная комиссия участвует в распределении контрольных цифр приема по данным специальностям в высших учебных заведениях и трудоустройстве выпускников. В дальнейшем перечень направлений работы комиссии будет расширяться. Хотелось бы напомнить, что вот в состав такой большой федеральной комиссии вошли и представители нашего отделения, это члены Совета отделения Российского исторического общества в регионе, доктора наук Абыденова и Фролова. По поручению президента России Российское историческое общество с 2020 года координирует работу по проведению ежегодных летних и зимних международных исторических школ для молодых иностранных исследователей и педагогов, а также реализует гуманитарные образовательные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории. Ну вот в текущем году такая школа была проведена в Ленинградской области. В исполнении поручения президента России по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования Российским историческим обществом разработана усовершенствованная концепция преподавания курса «История России». Она дополняет положение ранее созданной концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и развивает применительно к реальной учебной практике. Концепция направлена на повышение качества школьного исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие познавательных, социально значимых компетенций учащихся. Данная концепция легла в основу нескольких новых линеек учебников, в которые будут включены результаты работы комиссии Российского исторического общества по изучению нацистских преступлений на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Вот к их числу относится электронная библиотека исторических документов, размещенная на сайте общества. Главной задачей создания электронной библиотеки является обеспечение доступа широкого круга читателей и ученых к историческим документам, опубликованным в нашей стране после 1991 года. Постепенно к архивным документам будут добавляться комментарии, примечания из сборников, в которых они опубликованы. В дальнейшем эту коллекцию планируется пополнять библиографической, биографической и другой справочной информацией, а также методическими материалами, облегчающими использование архивных документов в средней и высшей школе. В первой версии электронной библиотеки пользователи смогут читать документы на экране компьютера, делать по ним полнотекстовый поиск, также просматривать с помощью указателей. Вторым по важности проект, я бы отметил, это проект «Рио Компас», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Кстати, этот проект мы презентовали с нашими членами Совета отделения
докторами исторических наук Хазиевым, Абдёновым в Башкирском государственном педагогическом университете. Это крупный просветительский портал, ориентирован на учителей и учащихся, которые с его помощью получают доступ к библиотеке, онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, документальные фильмы, онлайн-лекции, виртуальные выставки и 3D-туры, электронные копии архивных документов, исторические карты. Сегодня Рио Компас – это более 2500 онлайн-ссылок на отобранные историками, профессионалами материалы по истории России. Следующим, одним из наиболее важных, является проект Digital Петр. Он реализуется в рамках мероприятий по празднованию в нашей стране 350-летия со дня рождения Петра Великого. Digital Петр – это уникальная платформа по распознаванию рукописей Петра I с помощью технологий искусственного интеллекта. На сайте каждый желающий сможет написать текст, который будет ретранслирован в почерк Петра I. На базе технологий, разработанных в рамках проекта Digital Петр, появится специальная платформа для расшифровки русской скорописи. Она будет открыта, историки и любители смогут загружать туда документы, получать расшифровку. Также постоянно действующим проектом является российско-германский проект по оцифровке документов в архивах Российской Федерации. На сайте Российского исторического общества широкому кругу читателей и специалистов предоставлен доступ к оцифрованным коллекциям документов Первой мировой войны, Второй мировой, документам спецслужб Германии, которые могут быть использованы для подготовки к занятиям по истории Отечества. Ну, в частности, вот я непосредственно пользовался этими материалами при подготовке сборника документов по истории деятельности специальных учебных заведений Коминтерна в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы. Реализация проектов Российского исторического общества была бы невозможна без поддержки и Фонда истории Отечества. Предметом деятельности фонда является объединение усилий общества, государства, ученых, педагогических работников, архивных и музейных сотрудников, деятелей литературы, искусства, журналистов для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории, а также для сохранения национальной памяти. Кстати, в июле текущего года мы провели расширенное заседание Совета отделения Российского исторического общества в Республике Башкортостан, в котором принял участие председатель правления общества, исполнительный директор Фонда истории Отечества Могилевский, который, в общем-то, достаточно детально ознакомился с теми наработками, прежде всего, академической науки, исторической, представленной в республике, например, Института истории языка и литературы УФИЦ РАН, который достаточно активно участвует в различных проектах Фонда истории Отечества и Российского исторического общества, что и в области археологии, в области издания научных монографий, и также с деятельностью образовательных учреждений, которые осуществляют подготовку историков, преподавателей истории. Ежегодно Фонд истории Отечества предлагает ученым, учителям, преподавателям участвовать в различных проектах. Это и проекты «История в школе», конкурсе «Российская история в школе. Традиции и инновации». Это, как я уже говорил, издание различных научных монографий, выставочная деятельность, просветительская деятельность. В текущем году мы участвовали в отборе в региональном и подготовке материалов на конкурсы по тематикам: конкурс краеведов, работающих с молодежью, история в школе, традиции, инновация, история семьи, история Отечества. Эти конкурсы являются ежегодными. Информация об участниках и победителях размещается на сайте Фонда истории Отечества. Те участники, которые заняли призовые места, непосредственно приглашаются в Российское историческое общество.
награждение которым осуществляется нашим председателем Нарышкиным Сергеем Евгеньевичем. Для юридических лиц организовываются конкурсы поддержки выставочной и экспозиционной деятельности, обеспечения участия молодежи в археологических экспедициях, издания научно-популярных книг, проведения международных всероссийских материалов, мероприятий, создания историко-просветительского видеоконтента, поддержки онлайн-проектов. В текущем году прием заявок начнется 1 декабря, поэтому приглашаем коллег, историков, преподавателей к участию в конкурсах и проектах Российского исторического общества. Но также хотелось бы обратить внимание коллег, что на сайте Российского исторического общества приведен список приоритетных тем, которые, в общем-то, принимаются и обозначаются для участия в проектах ежегодно. Но в частности, в 2022 году хотелось бы напомнить, что такими темами будут 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, как я уже отмечал, 350-летие со дня рождения Петра I, 250-летие со дня рождения Спиранского, 150-летие основания Государственного исторического музея, 100-летие окончания Гражданской войны. Хочу сказать, что по заявке, по документам, поданным нашим отделением Российского исторического общества, число таких приоритетных тем Российского исторического общества в 2024 году стала и тема 450-летия нашей столицы, нашей республики, города Уфы. Это лишь краткий перечень тех мероприятий, которые, в общем-то, осуществляются в целом на федеральном уровне в целом Российским историческим обществом. На федеральном портале представлено в числе других отделений и отделение Российского исторического общества в Республике Башкортостан. Поэтому, коллеги, еще раз обращаюсь с просьбой, предложением участвовать в совместной деятельности, реализовывать совместные проекты. Мы открыты для диалога. Спасибо за внимание. Благодарю, Марат Хамитьянович. Огромное спасибо за то, что откликнулись и участвуете с нами в нашем форуме. Надеемся также на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами, с нашим институтом. И нужно сказать, коллеги, мы говорим об истории сегодня, говорим об обществознании, о тех двух важных, наверное, предметах в школе, которые, как я уже говорила, формируют и делают из человека, формируют в человеке личность. Формирует личность. И если история учит нас анализировать, прогнозировать, мыслить системно, то обществознание — это тот предмет, который, наверное, учит применять знания в самой ближайшей социальной практике для решения типичных задач социальной практики. Это единственный предмет в школе, который о человеке, о жизни, о самом ребенке, о самом ученике и о тех знаниях, которые ему нужны здесь и сейчас. И насколько эти два предмета дополняют и перекликаются друг с другом, насколько от полноты и взаимодействия, и взаимосвязи между этими двумя предметами зависит и качество гуманитарного преподавания, качество исторического и обществоведческого образования. И поэтому я с огромным удовольствием представляю нашу коллегу из Российского государственного педагогического университета имени Герцена, известную всем вам, всей нашей общественности, педагогической, нашему профессиональному сообществу, Соболеву Ольгу Борисовну, кандидата педагогических наук, доцента кафедры методики обучения истории и обществознания. Она будет говорить уже о проблеме соответствия действующих учебно-методических комплектов по обществознанию букве и духу, цитирую, да, нового стандарта, нового в ГОС. Пожалуйста, Ольга Борисовна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня видно, слышно? Все хорошо? Да, мы вас видим, слышим. Да, спасибо большое.
Владимир Михайлович, примите, пожалуйста, поздравления от, как я поняла, хорошо известной вам кафедры методики РГПУ и из тех замечательных женщин, которых вы перечислили, да, ленинградских дам, как вы их назвали, Анну Владимировну и Нину Алексеевну, я еще смогла застать. И нужно сказать, что наша кафедра, она, конечно, всегда уделяла большое внимание именно методике обществознания и находилась на таком пике, что ли, острых проблем и новых методик и инноваций в преподавании этого предмета. Вот. Ну и продолжая, как мы договорились, да, выступление Ольги Юрьевны Стреловой, я хочу сказать, что я, к сожалению, буду говорить о каких-то глобальных проблемах, которые существуют в нашей экосистеме, и о попытках их решить, в частности, через создание нового ВГОС и через УМК. Так, ну я так поняла, что я не сама, да, переключаю слайдики, тогда можно к следующему слайду перейти. Вот мы очень долго обсуждали образовательный стандарт, вносили в него различные изменения, у нас было очень много разных проектов, наконец-то мы его получили, и, как всегда, возникает у нас традиционный вопрос, что теперь с ним делать, поскольку он носит во многом революционный характер. То есть, с одной стороны, он очень похож на предыдущие документы, с другой стороны, он абсолютно новый, и можно дальше. Следующий слайдик, пожалуйста. На самом деле принято в начале выступления говорить о каких-то целях и задачах, я бы даже сказала о некой миссии, поскольку в этот ВГОС нужно попробовать поверить. Нам очень сложно будет это сделать, потому что он носит колоссальный инновационный характер, отражающий проблемы современного мира, в том числе связанные с пандемией и с глобальными переменами, которые происходят в современном информационном обществе. Можно дальше. Ну вот, занимаясь очень много историей, методики, я сделала для себя такой вывод, что, конечно же, во всей нашей системе разрабатываются методологические, философские, психологические, педагогические основы, и они каким-то образом обычно не очень точно отражаются в нормативных документах, затем как-то интерпретируются методистами и спускаются в школьную практику. Школа, институт очень консервативный, и он очень часто топит эти нововведения. Это в каком-то смысле плохо, в каком-то хорошо, потому что их у нас слишком много. Но вот в данном случае действительно воспринять новый стандарт и его реализовывать нам будет чрезвычайно сложно. Можно дальше? Что касается методологической основы стандарта, то это системно-деятельностный подход. Вот, и надо сразу же отметить, что, конечно, я выступаю от обществознания, но ВГОС он для всех, да, один, да, он для физиков и, соответственно, и для истории тоже. Другое дело, что глазами обществоведа он выглядит более гармонично, и он касается просто напрямую того, что мы изучаем на обществознании, даже содержательно. Что касается деятельности, то здесь понятно, что очень много различных аспектов, но один из именно новых, о которых я собираюсь говорить, это так называемые мягкие навыки, которые, ну, я думаю, что все прекрасно знают, но вот нам сейчас как мантру придется их повторять, усваивать и каким-то образом реализовывать в нашей традиционной программе. Дальше. Ну вот здесь вот перечислены те мягкие навыки, которые уже достаточно долго существуют в зарубежной практике психологии и педагогики и постепенно входят в нашу жизнь и наше преподавание. И мы, конечно, говорим о содержании, все равно, которое остается основой, о логике построения материалов и курсов, но и вот эти вот термины: стресс-менеджмент, самопрезентация, социальный, там, эмоциональный интеллект, адаптивность, самоактуализация, self-management, то есть стресс-менеджмент, да, тайм-менеджмент, какие-то иностранные слова, которые кажутся нам, ну, может быть, вторичными, они на самом деле в современном мире, я думаю, что мы, к сожалению, все это в последнее время почувствовали на себе, они очень важны для сохранения целостности, гармоничности развития личности, и все остальное является вторичным по отношению к этому, потому что если человек несчастлив и нездоров, да, в том числе психологически, то никакие другие методики для него будут бесполезны. Можно дальше.
Ну вот ученые говорят о том, что 80%, дальше больше 80% успеха в жизни зависит от нашего умения коммуницировать, общаться, взаимодействовать с людьми, с различными, да, в самых разных сферах. Поэтому, конечно, в предмете обществознания это будет прежде всего очень важно. И в информационном обществе мы автоматизируем практически все, и наиболее ценным остается именно то, что нельзя заменить роботами, нельзя просто вытащить из кармана, нельзя просто прочитать какую-то информацию и выучить ее, да, а огромное количество разных других способов усвоения, применения, распределения, да, обмена этой информацией становятся критики, да, более важными. Можно дальше. Ну вот все это связано еще с тем, что нам вот дана установка, да, подняться повыше с 30-го места в пизовских исследованиях, которые проводят ну, различные измерения. Что касается обществознания непосредственно, то это прям вот наша все, финансовая грамотность, и в следующем исследовании будет измеряться креативность. Можно дальше. Возникает вопрос о том, каким вообще образом это можно измерять. Ну и хочется сказать, что данный стандарт, он имеет особенности своего принятия, потому что в ходе этого впервые было проведено огромное социологическое исследование о запросах к системе образования со стороны бизнеса, политических кругов, семей с разным достатком и жителей разных регионов, для того, чтобы отвечать их требованиям. То есть это такая конвенциональная норма, которая ну, вот, обобщает, да, эти результаты, и попытка перейти к опережающей модели образования, что, конечно, очень сложно для консервативного социального института. Можно далее. Сразу же хочется сказать, что распределение по классам, то есть это очень долго обсуждалось, да, в ГОС нету. Здесь вот представлены учебники разных линий, которые находятся в федеральном перечне. Мы их со студентами на семинарах, я тоже преподаю на кафедре методику обучения обществознанию, и мы со студентами проанализировали на соответствие в ГОС все линии учебников, собственно говоря, поэтому я и выбрала такую тему. Вот мы можем сколько угодно спорить, да, вот здесь, что право и политика у нас в разных местах, что все право в 7 классе, как связана экономика и духовная культура, но это не тема нашего сегодняшнего разговора, и все учебники, которые созданы и уже вступили в действие с 6 класса, они соответствуют вот этому распределению содержания. Можно дальше. Вот, ну и здесь даже этот можно слайдик пропустить, я просто смотрю за регламентом, можно еще дальше, да, то есть какие-то выдержки из стандарта, которые подчеркивают именно его новизну. Но вот первый момент – это, конечно, вариативность, жизнь разнообразная, да, и здесь нам предлагают и возможности составления индивидуальных учебных планов, и преподавания вместо предметов и курсов учебных модулей, и углубленное изучение некоторых предметов на стадии основного общего образования, но не наших, ни истории, ни обществознания, а также возможность разделения на группы, дистанционного обучения, да, необязательность там второго иностранного и так далее. То есть гораздо больше вот в этом плане свободы за счет 30% времени, которое предоставляется образовательной организации. Можно дальше. Очень большое внимание уделено программе воспитания, она должна везде быть вставлена, но я думаю, что мы дальше, да, пройдем. Можно дальше, потому что и далее тоже, да, то есть вот самое главное для нас это то, что образовательные результаты, особенно личностные и метапредметные, они прописаны гораздо подробнее, разделены на группы, и вот в них, собственно говоря, и есть наши мягкие навыки. Ну, давайте мы, наверное, быстренько, вот сейчас следующий слайд можно, да, вот здесь вот выделено, например, стрессоустойчивость, понимание себя и других, управление эмоциями, право на ошибку, безопасность поведения, да, это вот то, что именно эти мягкие навыки отражают в стандарте. Можно дальше. Вот, и посмотрите, пожалуйста, отдельно прямо в стандарте выделен целый большой пункт личностных результатов, которые обеспечивают адаптацию к изменяющимся условиям. То есть неопределенность, да, открытость поэтому должна быть, да, различные дефициты, гипотезы, планирование, стрессы, позитив, попытка везде, даже в условиях неуспеха, найти позитив, да, отсутствие гарантии успеха, деятельность в этих условиях. Мы все сейчас понимаем, как это нас очень сильно изменило наше представление о жизни и что мы должны быть готовы ко всему. Дальше. Что касается метапредметных результатов, то здесь мы можем, в общем, увидеть тоже, но я хотела сакцентировать внимание на том, что ученик должен сам
то есть он теперь сам предлагает критерии, сам разрабатывает алгоритмы, сам пытается экспериментировать, сам делает ошибки, сам не корит, не убивается, да, из-за этих ошибок и старается относиться также к другим. Можно двигаться дальше. Вот, соответственно, огромное количество различных вариантов общения. Что касается эмоционального интеллекта, просто колоссальный такой объем. Я даже дала вот тему бакалаврской работы по формированию на обществознании эмоционального интеллекта, потому что это эмоции и свои, и других людей, взаимодействие, выражение, контроль, управление эмоциями и так далее. Можно дальше. Вот, соответственно, попытка такая, ну вот, корректировать абсолютно все и постоянно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Это не значит, что мы отказываемся от каких-то своих убеждений, от знаний, от логики и так далее, но мы должны быть готовы, психологически готовы к тому, что обстановка может поменяться и что мы должны будем скорректировать свою деятельность. И мы должны ставить учеников в ситуации, когда обстановка меняется и условия тоже меняются. Можно дальше. Далее. Да, хорошо. Что касается предметных результатов, я, наверное, даже не буду здесь останавливаться. У нас тут инвестирование для учеников основной школы, да, составление электронных форм различных документов, отдельно описанные и вместе история России, всеобщая история, и, к сожалению, некоторое расхождение с концепциями преподавания предмета, и поэтому учителю придется учитывать и то, и другое, но можно двигаться дальше. Так, ну давайте, наверное, пропустим, потому что время у нас движется вперед. Да. Здесь с оценочными процедурами обращают еще раз внимание, да, на проектную и внеурочную деятельность, которая тоже оценивается, и оценивается динамика учебных достижений каждого ученика. Можно дальше. Вот, думаю, что это мы тоже пропустим. Вот, я хотела бы остановиться на этом слайде. Нам кажется, что это новизна, но у нас проходит международный форум «Молодые в Петербурге каждый год, и в 2018 году кафедра психологии и развития СПбГУ выпустила следующую игру. Я специально написала, что здесь навыков 21 века 50 карточек и различных образовательных практик в Санкт-Петербурге, где можно развить эти умения 60. Посмотрите, ну, их на самом деле 50 много, я выбрала одну, самую, наверное, главную, которая лежит в основе сегодняшнего стандарта, вот этих личностных результатов, жить в мире ВУКа. Можно следующую, ну, об этом у меня есть статья в журнале «Преподавание истории обществознания в школе», если что, и можно почитать подробнее. Кашпировский — это потому что я пытаюсь дать установку, потому что это реально очень сложно перевоспитать себя в этом плане. Следующий слайдик можно. Вот, ВУКа, соответственно, это акроним, который состоит из 4, ну, таких современных условий жизни, да, это непостоянство, неопределенность, сложность и неоднозначность. Под неоднозначностью понимается еще двусмысленность всего, двойные стандарты, и вот это вот реально не с такими словами, да, но заложено в основу стандарта, и это мы каким-то образом должны проверять, развивать и так далее. Это очень сложно. Можно дальше. С одной стороны, можно дальше, да, это вот речь о том, что в этой сложной ситуации учебник должен прийти на помощь учителю, и мы сейчас все дружно переписываем учебники под новый стандарт. В издательстве мне сказали, что да, вы не беспокойтесь, у вас все есть, вот посмотрите, у вас 4К, там коллаборация, коммуникация, креативность, вот, но это именно буква, да, почему я назвала так свое выступление, по букве, да, все есть, мы можем найти по кусочку, да, в общем, всего, что есть в стандарте, но на самом деле этого очень мало, можно дальше, и, наверное, надо уже, да, потихонечку заканчивать. Есть какие-то тренинги прямо разработанные, можно дальше вообще так вот перелистать, наверное, да, вот мы какие-то проекты по самоанализу, саморазвитию, и дальше можно еще, да, в рабочих тетрадках, то есть там у нас давайте дальше так просто листаем по ходу дела, вот, тренинги по креативности, игры, какие-то ситуации жизни, в которых нужно принимать решения, листаем и листаем, да, вот всякие вопросы, которые нужно разрешать жизненные сейчас в ситуации, да, вот креативность, прям мы ее измеряем в рабочей тетрадке, раскладываем на атомы, пытаемся каким-то образом ее там развивать, то есть это как бы вроде бы сделано, да, но вот подходя уже к завершению, можно еще, да, и подготовке к ЕГЭ это тоже никак не мешает на самом деле, потому что у нас даже в заданиях есть эти элементы, вот здесь можно остановиться, да, это итоговый слайд, да, то есть вот по поводу
поводу буквы и духа, что вроде как есть, но мы видим, что дух немножко другой. То есть вот у нас мы всегда гордились, было 43 памятки, как выполнять различные виды заданий. Так вот, конечно, мы понимаем, это азбука там психологии и методики, что если ученик не видит никогда этих памяток, он сам ничего не сделает, он сначала должен что-то освоить. Но акцент делается на то, что он должен в новой ситуации составить свой алгоритм и проверить его. И заданий должно быть множество именно творческих, и работать мы должны с противоречивыми источниками, их критиковать, да, и вот действительно всегда находиться в состоянии поиска и понимать, что мы не можем абсолютно контролировать все, да, мы не можем всегда быть в позитивной ситуации, мы должны привыкнуть вот к этим условиям. Если говорить про нашу УМК, то, наверное, в рабочих тетрадях это как-то, может быть, и соответствует, а в учебниках это, конечно, относительно. И вот здесь у нас закон перехода количественных изменений в качественные, то есть по-хорошему, конечно, нужно не просто добавлять какие-то задания, да, а нужно принципиально перестраивать обучение, при этом сохраняя, конечно, наши отечественные традиции в плане содержания, логики содержания, да, его сохранения, поэтому у нас очень толстые учебники, да, то есть мы никуда не отходим от базы, да, и от того, что у нас все выстроено, но вот эта вот часть методическая, она должна быть огромной, она очень сложная, и для того, чтобы учитель как-то в ней мог существовать и ее реализовывать, мы, конечно, должны, как методисты, все идти на помощь учителю, потому что это и нам-то сложно, и учителю тоже. Ну вот все, наверное. Там можно 2 следующих слайда, это мы возвращаемся к, соответственно, тому, что это не какой-то страшный мир, а в нем можно научиться жить, если к этому готовиться. Ну и вот последний слайдик, это адрес, да, мой, соответственно, и можно дальше, да, если возникнут какие-то вопросы. Спасибо большое за внимание. В общем, мне самой, на самом деле, конечно, это все непросто, но я с этим принципиально согласна, поэтому я готова это делать и разрабатывать. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Борисовна, за то, что вы с нами сегодня, и за такой прекрасный доклад, и за обратную связь. Она очень полезна для наших учителей, я думаю, для всех коллег. Конечно же, и будут и вопросы, и, возможно, какие-то, что-то захочется пообсуждать. Это безусловно. И абсолютно согласна, что когда мы говорим об УК-мире, да, и вообще об условиях неопределенности, я всегда часто студентам задаю вопрос. Интересно, 22 июня в 4 утра, в 41 год, неужели была ситуация определенности? И настолько ли нова ситуация неопределенности, о которой нам постоянно говорят? Мы живем и не знаем, что будет дальше. Такова жизнь, тысячелетиями длящаяся, и вопрос, на который мы всегда ищем ответа. Но это наша с вами история и обществознание. И поэтому вот для того, чтобы результаты по истории обществознания были лучше, для того, чтобы ребята не только сидели на уроках, но и могли развивать их познавательную активность, и для того, чтобы ребята поступали в вузы по итогам Олимпиады не только потому, что вот хотелось поступить в вуз по итогам Олимпиады, а потому что Олимпиада — это некое магнетическое движение, которое захватывает тех самых одаренных, увлеченных нашими предметами, настоящих гуманитариев, то, конечно же, нам нужно заниматься еще и этими вопросами олимпиадного движения, вопросами развития познавательной активности, интереса, любознательности, кругозора. И очень хотелось бы, чтобы именно такие студенты, такие абитуриенты приходили в педагогические вузы и становились учителями истории, обществознания, да, и, наверное, тогда мы смогли бы разорвать тот порочный круг. И я с удовольствием предоставляю слово сейчас также нашей коллеге Тороп Валерии Валерьевне, кандидату исторических наук, руководителю дирекции по делам молодежи и работе с общественными организациями Фонда социально-культурных инициатив, заместителю председателя Центральной методической предметной комиссии Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Валерия Валерьевна, вам слово, и мы будем говорить о Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию. И удивительная формулировка «ценностные смыслы и ориентиры подготовки», как она нам близка. Пожалуйста, Валерия Валерьевна.
Простите, коллеги, наверное, тут что-то технически, да? Сейчас разбираемся. Мы вас видим, слышим. Да, спасибо большое. Просто так вот как-то случайно почему-то в последний момент что-то происходит. Ну вот бывают такие технические вещи. С вашего разрешения я рада всех приветствовать и принять участие в этом разговоре. И сейчас постараюсь поделиться с вами своими мыслями и продолжить, в общем-то, ту тему, которую сейчас подняла Ольга Борисовна. Дело в том, что Всероссийская олимпиада школьников – это, наверное, тот самый вектор, который позволяет увидеть, как можно двигаться в сторону творчества, в сторону решения вопросов формирования тех или иных мягких навыков и становления личностных смыслов для каждого нашего с вами ученика. Олимпиада по обществознанию всегда вызывает интерес, это достаточно большое количество участников. Я подключаться не буду, я просто слушаю. Если говорить о том, что мы понимаем под этой Олимпиадой, то, в принципе, как бы в ее изначальном смысле надо говорить о том, что это интеллектуальное соревнование, которое уже некоторым образом отложено, дает социальный опыт и служит профессиональным ориентиром для тех, кто планирует заниматься в первую очередь научной деятельностью. Но это еще и возможность творчества. И здесь я хочу к Ольге Борисовне тоже отнестись к ее высказыванию о том, что мы живем в мире, в котором не все так позитивно. И бывают совершенно разные ситуации, и гуманитарная особенность гуманитарного знания, она и заключается в том, что принять решение в той или иной ситуации мы можем по-разному. Главное его обосновать. И, в принципе, в этой связи вопрос, связанный с участием в Олимпиаде, это в первую очередь возможность предъявить какую-то действительно, возможно, необычную способ решения той или иной проблемы. И в этой связи от участников Олимпиады мы ожидаем, что им станет интересно, они захотят исследовать ту или иную проблему и в конечном итоге станут людьми, которые будут тут с нами, с вами разговаривать и представлять, предъявлять какие-то новые ориентиры в развитии гуманитарного знания. Однако, когда мы провели опрос вот в этом году участников заключительного этапа, основной ответ, который мы получили от детей, что Олимпиада для меня – это социальный лифт, это возможность стать студентом на льготных условиях. Это означает, что вот эти установки, которые дает нам в том числе и государство, и, в общем-то, заложены непосредственно в основу развития олимпиадного движения, они сталкиваются с таким достаточно личностным прагматизмом, который... в принципе, понятны, потому что каждый хочет найти какой-то личностный смысл, а для него здесь и сейчас это вопрос поступления в вуз и обеспечения себе дальнейшего продвижения профессионального, ну и вообще какой-то экономической основы, да, для дальнейшей своей жизни. И в этой связи составители олимпиадных заданий, жюри олимпиады, ну и, собственно говоря, тренеры, которые готовят учеников к олимпиадам, они оказываются в достаточно сложных условиях, потому что хотелось бы, чтобы на выходе у ребенка вот этот прагматизм все-таки превратился в конкретные ценностные ориентиры. И сработала именно воспитательная составляющая, которая позволила бы ему понять, вообще хочу я в этом предмете, хочу я в этом направлении двигаться или нет.
И, в принципе, в этой связи, ну, если так вот выделять, это немножко глобально, но с точки зрения того, что Олимпиада сегодня, да, она, ну, кстати, если говорить о новых ВГОС, то для Олимпиады это прекрасная парадигма, потому что Олимпиада как раз вдруг уложилась в какой-то стандарт, потому что вообще-то для Олимпиады ну, не было характерно развитие в русле заданных рамок, потому что Олимпиада, она вектор, да, она должна задавать эти ориентиры. Куда будем двигаться дальше, ну, честно, не знаю. Это все зависит от того, как будет развиваться общество. Кстати, хочу сказать, вот много говорили об учебниках, об учебных пособиях, рабочих тетрадях. Ну, на самом деле, всегда, когда спрашивают педагоги, а как же, чем же пользоваться, дайте мне конкретные материалы, я буду его изучать и подготовлю победителя Олимпиады. Вот в данной ситуации этот сюжет, он не срабатывает. То есть для того, чтобы подготовить ребенка, совершенно невозможно каждый год переписывать учебник. Ну, просто вот не знаю, как это будет. А из чего мы исходим, когда составляем задание Олимпиады? Мы исходим из того, что старшеклассник – это самостоятельный взрослый человек. Он готов к жизни в обществе. И тогда мы вспоминаем, что есть общество, да? Что это достаточно сложная структура, а социальные действия имеют абсолютно различные последствия. Старшеклассник – самостоятельный взрослый человек, еще раз повторюсь. Что они должны уметь, и они уже умеют, в принципе. Они умеют видеть за чем-то поверхностным сущность. И могут не попадать под влияние каких-то демагогических концепций, могут не попадать под влияние различных таких вот каверс, которые заложены в том числе в задании. Вот в один из, ну, мы вообще стараемся ежегодно на заключительном этапе откатывать какие-то новые форматы заданий. Если вы посмотрите на Олимпиаду по обществознанию последних лет, то в принципе устный тур Олимпиады – это такая площадка для анализа и моделирования новых ситуаций. И вот я, по-моему, не ошибаюсь, в 2019 году у нас было замечательное задание, связанное с экспертизой, с тем, что нужно было разобраться, какому проекту дать деньги. Да? То есть в самих проектах были заложены такие вот каверзные сюжеты, которые должны были показать читающему, что действительно да и что действительно реализуемо, а что нет. Ну, сюжеты были разные, фантастические результаты, конечно. Вот. И этот опыт, он показал, что работать с критическим мышлением нам еще надо очень-очень много. И вообще, может быть, курс обществознания, который, ну, в принципе, он всегда был построен на системно-деятельностном подходе. По большому счету, учителю, ну, невозможно объяснить то, что происходит вокруг, не объясняя вообще вот что-то с точки зрения того, как живет человек, да? Но вот здесь важный момент, который связан с вот этой структурой, со структурой философского понимания понятий, соответственно, дальше аргументации, выделение основной мысли, умение различать сильные и слабые аргументы. Вот этот вот момент, связанный с, может быть, перестроением, уходом от такого большого объема знаниевой парадигмы к, собственно, действию, ну, он, наверное, позволит реализовать то, что в ВГОСе заложено. Что нам отвечали дети на то, какие они?
Ну, значит, они себя определяют личностью, это правильно, все хорошо. Они коммуникабельны, активны, целеустремлены, любознательны. А это значит, что любой, кто приходит на Олимпиаду, он в принципе обладает теми мягкими навыками, о которых говорилось. А чего хочет? Вот что удивительно, у меня тут возник немного, некоторый диспут по поводу того, является ли Олимпиада площадкой для обучения. То есть, вернее, может ли она таковой выступать. На самом деле, вот смотрите, дети хотят научиться. То есть они помимо всего прочего, того багажа, который они принесли на Олимпиаду, они все равно хотят еще. То есть получается, что подспудно у ученика, у которого вот это вот была вначале выделена прагматическая цель, все равно есть ориентация на то, что я хочу узнать дополнительно. И для меня Олимпиада – это возможность пообщаться, не только с членами жюри, это возможность пообщаться в своей среде, развить вот эти коммуникационные навыки, это возможность обменяться мнениями, это возможность узнать, где я могу получить ту или иную важную для меня информацию. Что еще хотелось бы выделить? Ну, по сути, Олимпиада, она должна мотивировать участника и педагога. Но есть еще один момент. Если мы говорим о школьном и муниципальном этапе, я не говорю сейчас о региональном и заключительном, то следует обязательно выделить, что для школы это возможность увидеть интерес к предмету, может быть, связанный с педагогом в том числе, допускаю, это правильно, вот, но и в то же время посмотреть, насколько моя программа вообще позволяет, да, выйти за рамки, то есть 2 часов, там, которые предусмотрены в основной в старшей школе, что она вообще может предложить, что школа может в данном случае предложить. Ну и, конечно, нестандартизированный способ измерения одаренности и предпрофессиональная ориентация – это характерно для всех этапов Олимпиады. Если говорить о целях заданий, мы не уходим полностью от знаниевой основы, потому что компетентность проверять без предметной составляющей, как-то очень сложно. На самом деле, я бы хотела еще тут одну вещь важную отметить. Мы ни в коем случае не противопоставляем обществознание истории, мы, наоборот, привлекаем исторические знания обязательно. У нас есть такого рода задания в культурологической плоскости, когда мы говорим о местах памяти, когда мы говорим о политических каких-то аспектах, о формах государственного управления и так далее. То есть, в принципе, для того, чтобы участвовать в Олимпиаде по обществознанию, по большому счету, хорошо бы об обществе, о результатах его деятельности знать как можно больше. И это не только гуманитарная специфика, но и, естественно, научные, точные предметы обязательно. Вот. О компетенциях, по большому счету, уже все сказали, и это все отражено в стандартах. На что ориентироваться? Конечно же, на то, что задания должны открывать новое знание, они должны позволять делать определенные шаги к открытию этого знания, к ответу. То есть в Олимпиаде не должно складываться у ребенка ощущение: я ничего не знаю, я ничего делать не буду. Он должен хоть какой-то элемент в этом задании суметь выполнить. Это очень важно с точки зрения его именно реализации вот этой воспитательной функции, когда человек не разочаровывается в себе, и это то самое право на ошибку. То есть я могу чего-то не знать, но я знаю вот здесь. И это здорово. И это хорошо. Вот. Креативность всегда приветствуется. И вот в этой связи у нас очень долго были дебаты с региональными жюри, которые хотят, чтобы ответы на региональный этап были абсолютно четко обозначены.
Вот с 2 года последних, поэтому региональное жюри собирается на интерактивных площадках и все-таки находит точки соприкосновения, потому что невозможно предусмотреть все возможные варианты ответа на ту или иную обществоведческую проблему. Ну и на этом я хотела бы остановиться, хотя говорить об олимпиадах и об измерении одаренности и их развитии можно очень и очень много. Большое спасибо. Благодарю, Валерия Валерьевна, очень содержательный и нужный нам, наверное, доклад, материал. И я должна сказать всем участникам, что Валерия Валерьевна, так же, как и ее коллега по истории, выступит еще и во второй секции, поэтому эти вопросы можно будет там проработать. Я думаю, что задать вопросы в интерактивном режиме уже поработать и обсудить даже некие существующие и дискуссионные моменты, которых всегда много в ходе работы. Действительно, нужно сказать, что все те моменты, которые мы сегодня поднимаем, как я уже сказала в самом начале, это то, что волнует учителя практика. И это то, что волнует нас, преподавателей методики в высшей школе, тех, кто готовит будущего учителя истории обществознания. Не случайно коллеги из наших педагогических вузов, кто сейчас здесь тоже присутствует, буквально вот вчера мы беседовали с Ольгой Михайловной и с другими коллегами. Мы озадачены судьбой методики в наших новых учебных планах, которые сейчас только-только разрабатываются. И нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы все это не сводилось до 4 зачетных единиц. Просто иначе будет невозможно готовить учителя. Хотелось бы быть услышанными и сегодня в том числе. Поэтому я очень благодарю всех выступающих сегодня на нашей пленарной сессии. Благодарю всех подключившихся и участвовавших и в YouTube-канале, и в Zoom сейчас в нашей работе. И, конечно же, должна сказать, что мы продолжаем работу через 30 минут. В 12:30 у нас программа секций, 3 секций. Вы уже наверняка для себя выбрали, в какой секции вы будете участвовать. Я призываю вас в секции уже модераторов обязательно переводить все и в плоскости обсуждений, вопросов-ответов, то есть в некий интерактив. Я думаю, что время и возможности у нас позволят, поэтому вы выбираете в своей программе именно зумовскую ссылку. И, как я уже говорила, ссылка на YouTube — это позже, для тех, кто хочет еще раз отрефлексировать, повторить момент, прослушать что-то с коллегами у себя. Вот. Итак, 12:30 мы ждем вас на секциях сегодня. А завтра, как уже говорилось, будет 2 площадки. Одна площадка офлайн, поэтому мы приносим извинения, конечно, перед всеми иногородними коллегами. Эта площадка закрытая для наших психолого-педагогических классов, учителей именно базовых школ и непосредственно уже вот для той общественности, которая в силу эпидемситуации здесь может себе это позволить. Но следующая площадка, 5-я, которая тоже планируется завтра в 12 часов по нашему местному времени, в 10 часов по московскому времени, это площадка онлайн, где мы продолжим обсуждать сегодняшнюю проблематику. Площадка, посвященная проблеме развития системы оценки качества обществоведческого образования с Татьяной Евгеньевной Лесковой, вам известной, кандидатом исторических наук, председателем комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по обществознанию. Вот такой у нас регламент. И сразу же должна сказать, что очень много уже мы увидели присылаемых статей в сборник. Действительно, сборник мы планируем, как и обещали. Планируем его издание к середине декабря. И поэтому для того, чтобы более качественно, спокойно подготовить и оформить даже сегодняшние доклады именно в статью, в публикацию, нам очень хотелось бы, уважаемые коллеги, видеть ваши доклады в качестве публикации, да, и запечатлеть их в нашем юбилейном сборнике. Поэтому мы продлили сбор статей до 7 ноября. Пожалуйста, у вас есть время, чтобы спокойно их оформить. И сегодня в секциях, я думаю, еще раз модераторы об этом скажут и проговорят.
Ну и волнительный вопрос, часто задают его, а будут ли сертификаты. Да, уважаемые коллеги, на следующей неделе точно так же всем участникам нашего форума, нашего мероприятия в том же порядке, как и программа, будут разосланы электронные сертификаты участников. Благодарю еще раз всех коллег за работу и желаю нам продолжения продуктивного, хорошего, позитивного в секциях. Всего доброго. 12:30. Я не понимаю.
Аспиранта кафедры методики преподавания истории Института и политики МБГУ, город Москва, Надежды Сергеевны Донской. Надежда Сергеевна, я видела, вы подключились. Да, почему-то я не вижу своего изображения, но да. Ну, вас хорошо слышно, а нас слышно, да? Я вас слышу, да, но почему-то я не вижу вас, и, по-моему, вы не видите меня, если я не ошибаюсь. Нет, мы вас видим. Да? Да, мы вас видим. Я не вижу. Ну, сейчас техник сделает, чтобы было видно и президиум. Вот. Мы вас видим, слышим тоже хорошо. Сейчас вот вас увеличили немножечко. Теперь благодарю. Как бы реально все воспринимается. Поэтому просим, ждем. Значит, выступление посвящено как раз научно-методической школе значит, Петра Васильевича Горы и ее значение для развития методики обучения истории в современной школе. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас благодарю за приглашение, и я очень рада, что я могу сегодня выступить на мероприятии, которое посвящено Владимиру Михайловичу Антонову, ученику Петра Васильевича, научной школе которого я подготовила сегодня доклад. Экспертное сообщество ученых в области методики обучения истории сегодня заинтересовано в изучении опыта становления и развития отечественных научных школ в сфере теории и методики преподавания истории. В российской педагогической науке ученые-исследователи рассматривают научные школы как примеры успешного взаимодействия между учеными-основателями научных направлений, научными коллективами, которые развивают идеи научных школ, ну и педагогами-практиками, которые, собственно, воплощают эти идеи в жизнь. Опыт современной работы научно-педагогического сообщества интересен для изучения, поскольку в разных областях науки, включая теорию и методику, проходят процессы консолидации научных исследований и научных знаний. Научно-методическая школа Петра Васильевича Горы, ее история становления и развития является частью истории развития отечественной научно-педагогической и научно-методической мысли. Научно-методическая школа Петра Васильевича Горы – это пример эффективной научной школы, представители которой внесли значительный научный вклад в развитие отечественной методики обучения истории и в дело успешной подготовки педагогических и научно-методических кадров в сфере общего исторического образования в СССР и в Российской Федерации. Ученики Петра Васильевича подготовили не одно поколение учителей истории и методистов, преподавателей высших учебных заведений. Научно-методическая школа Петра Васильевича Горы на уровне методических идей функционирует на территории всего бывшего СССР, в странах Западной Европы и Азии. Идеи ее основателя получили развитие в трудах его учеников и соратников. Понятие «научная школа» трактуется неоднозначно учеными, поэтому мы берем определение, то есть, которое используется в государственных официальных документах. Вот мы взяли из постановления Росстата, где сказано, что научно-педагогическая школа – это исторически сложившаяся в процессе совместной работы устойчивая и развивающаяся на протяжении ряда лет коллектив ученых, возглавляемый известным ученым, отличающийся родственностью научных интересов его членов, общностью методических подходов к решению научных проблем и успешно сочетающие проводимые им научные исследования в актуальных направлениях науки с активным участием в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров.
Научная школа Петра Васильевича можно трактовать как научное течение, где взаимодействие между ее членами скорее носит опосредованный характер. Консолидация научно-методической школы горы происходит вокруг фундаментальных идей ее основателя, обеспечивается прежде всего едиными теоретико-методологическими установками. История становления научно-методической школы началась тогда, когда Петр Васильевич возглавил кафедру методики в Институте педагогическом Московском государственном имени Ленина в 1958 году. Он победил в конкурсе на эту должность и сменил своего научного руководителя Никифорова, который ушел в отставку в силу своего преклонного возраста. Петр Васильевич сумел объединить научный коллектив и сделал Московский педагогический государственный институт лучшим в стране на то время. Значит, ученики Петра Васильевича продолжили его работу, и научные идеи послужили базисом для развития научных трудов его учеников и соратников. Поскольку работы Петра Васильевича носят фундаментальный характер, они до сих пор актуальны. Петр Васильевич Гора внес значительный вклад в развитие теории и методики обучения. Он разработал свою классификацию методов обучения, основываясь на источниках получения информации. Большой вклад Петр Васильевич внес в разработку наглядных методов обучения, классифицировал исторические факты, разделив их на две большие группы. Это типичные факты и факты события. И вот я хотела привести пример. Значит, вот Антонов Владимир Михайлович, заслуженный учитель Республики Башкортостан, кандидат педагогических наук, доцент кафедры всеобщей истории и культурного наследия Института исторического и правового образования Башкирского государственного педагогического института имени Акмуллы, опубликовал статью, посвященную своему учителю, о методическом наследии Петра Васильевича Горы. В статье Владимир Михайлович говорит о том, что центральным звеном методической системы Горы является структурно-функциональный анализ содержания исторического образования. Владимир Михайлович любезно предоставил мне анкету, в которой рассказал о том, как он был аспирантом и как он работал с Петром Васильевичем. И я бы хотела вам немножко выдержку из этой анкеты представить. Петр Васильевич очень ответственно относился к работе с аспирантами, беседовал долго, вначале анализировал данные ему аспирантам материалы, затем он развивал свою концепцию на примере темы аспиранта. У меня хорошо получилась теоретическая часть, а с экспериментальной не ладилось, хотя я провел большую экспериментальную работу в школах Москвы и Башкирии. Возникли сложности систематизации экспериментального материала. Петр Васильевич предложил в начале практической части дать большую сводную таблицу, которую помог составить. Структурные компоненты учебного содержания, средства и приемы, познавательные задания. В будущем я стал так поступать в отношении дипломных работ студентов по методике. В 70-е и 80-е годы развивалось научное направление, считавшее главным в обучении является учебная деятельность. Начинается новый этап развития исторического образования в СССР. Перед методической наукой этого периода встает задача разработки и внедрения в педагогическую практику методов и приемов активной познавательной деятельности. Петр Васильевич Гора совместно с сотрудниками кафедры методики преподавания истории МГП имени Ленина разрабатывают приемы учебной деятельности, способы познавательной активности школьников. Методы обучения истории этого периода были направлены на стимулирование и активизацию творческой деятельности учеников и учителя. В основе современного федерального государственного образовательного стандарта лежит как раз системно-деятельностный подход. Немалые заслуги в развитии данного подхода в обучении истории принадлежат Петру Васильевичу Горе. То есть здесь вклад наравне, я думаю, здесь, да, если, допустим, психологи обосновали там какие-то
с точки зрения когнитивной психологии обосновали именно деятельность как наилучший способ познавательной активности учеников, то Петру Васильевичу Горе принадлежит именно разработка приемов учебной деятельности. Вот я хочу зачитать цитату из его учебника. Учеников развивает содержание учебного материала, но развивает не автоматически, а в деятельности, осуществляемой учениками посредством адекватных приемов, которые в единстве с содержанием оказывают большое воздействие на развитие учащихся. Отсюда следует, что учеников приемам необходимо специально обучать. Петр Васильевич дал определение методов обучения, которые используются в современной научно-методической литературе. Методы школьного обучения – это способы, посредством которых на основе глубокой мыслительной деятельности учитель преподает, а учащиеся усваивают и применяют на практике научные знания, взгляды и убеждения, разнообразные умения, навыки умственного и физического труда, развивают под руководством учителя познавательные и творческие способности. Методы обучения, исходя из данного определения, не просто преподавание учителя и учение учащихся, а процесс совместной работы. Именно такой двуединый процесс преподавания и учения вкладывается в системно-деятельностный подход в обучении истории. Петр Васильевич и его ученики и последователи разработали большое количество приемов учебной деятельности, которые актуальны для современных педагогов. Тем не менее, исследовательская работа в этом направлении продолжается. Большое количество работ Ольга Юрьевна Стрелова, например, с Евгением Евгеньевичем Вяземским опубликовали. Это проектная деятельность, хрестоматии, да. Ну, она сегодня тоже об этом рассказывала, очень интересно. Вот, поэтому не буду долго останавливаться на этом. Петру Васильевичу удалось добиться больших успехов в подготовке высококвалифицированных педагогических кадров. Ну, мы уже знаем, что Владимир Михайлович Антонов учился у Петра Васильевича, это вот Башкирский государственный педагогический университет. Его ученики есть в Воронежском государственном гуманитарном педагогическом университете, это Драйцель. Шаша преподавал в Московском государственном педагогическом университете, Горбовская в Саратовском государственном университете, Станкевич в Липецком государственном педагогическом университете, Богданович в Белорусском государственном педагогическом институте имени Танка, Гиндлен в Московском педагогическом государственном университете, дальше в школе. Годар, например, это вот он преподаватель средней школы номер 20 Москвы, но он еще является автором пособий по истории древнего мира. Может быть, вы знаете, история древнего мира. Это вот его учебник. Ольга Юрьевна Стрелова, Хабаровский краевой институт развития образования. Захарий Величков, Софийский университет сейчас работает, там профессор философии. Тимофеева, Астрахань, Кучерук, Астрахань. То есть география, весь бывший Советский Союз и страны, страны Европы и Азии, в том числе там Бирма, Китайская Народная Республика. Бывшие ученики, а сегодня известные российские ученые и методисты с большим уважением и почтением относятся к своему наставнику и педагогу Петру Васильевичу Горе. С точки зрения его учеников он неприкасаемый авторитет. Известный российский ученый, методист, доктор педагогических наук, профессор Хабаровского краевого института развития образования Ольга Юрьевна Стрелова, посвятившая Петру Васильевичу книгу «Теория и методика преподавания истории», вспоминает свою работу над кандидатской диссертацией под руководством Петра Васильевича. Каким-то образом вышли на познавательный интерес к истории, но в очень оригинальном ракурсе, сквозь специальным образом организованную деятельность школьников. Эта проблема актуальна до сих пор. Ольга Юрьевна говорит о своем учителе как о выдающемся ученом, обладающем высокой научной активностью. Для Петра Васильевича было принципиальным размышлять и развивать методику обучения истории, выявлять, обобщать и систематизировать приемы совместной деятельности школьников и учителей.
обосновывать научно-методическую основу обучения в курсах истории. Теоретик, ученый, имеющий огромный учительский опыт и подготовивший плеяду прекрасных методистов, оставил в наследство своим ученикам не только книги, но и верность научным подходам и воззрениям на методику. Именно так охарактеризовала Петра Васильевича его ученица, а сегодня доктор исторических наук, профессор кафедры методики преподавания истории Московского педагогического государственного университета Марина Владимировна Короткова, посвятившая ему свою книгу «Методика обучения истории от классики к инноватике». Ученики Петра Васильевича испытывают гордость от того, что им посчастливилось учиться у такого высококлассного специалиста. Я благодарю вас за внимание и хотела бы просто, если еще позволяет время, буквально минутку поздравить Владимира Михайловича. Меня слышно? Слышно, Надежда Сергеевна. Пожалуйста, Владимир Михайлович вас очень внимательно слушает. Хорошо. Владимир Михайлович, я очень рада, что я с вами познакомилась. Я благодарю вас за то, что вы такой добрый и отзывчивый человек. Я не знаю, знают ли у вас в институте, но Владимир Михайлович мне предоставил не только анкету свою, он еще предоставил мне уникальные документы, которые сложно найти, да, исторические. Я с огромной благодарностью отношусь к нему. Таких людей сейчас мало, отзывчивых, вот, добрых, которые настоящий учитель, который готов помочь не только своим ученикам, но и другим ученикам тоже. Огромное вам спасибо. Всего доброго, спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Сергеевна. Спасибо большое, Надежда Сергеевна. Конечно, мы знаем, как он делится. Он всегда делится с нами, чем он болеет, какие мысли его мучают, вот, и беспокоят. И мы, в общем-то, достаточно активно продолжаем сотрудничать с Владимиром Михайловичем. Спасибо большое. Значит, мы знаем, что у нас сейчас в историко-общественно образовании очень много различных проблем разного уровня, разной сложности, вот, и новые тенденции, которые в изменившихся социально-экономических, культурных ситуациях сегодня происходят. Конечно, наверное, историческое общественно-историческое образование является наиболее уязвимым, наиболее проблемными из предметных областей. И здесь немало сложных, таких непростых вопросов, которые нам приходится сейчас совместно решать. Вот одной из таких проблем посвящено выступление Владимира Михайловича, как раз формирование читательской грамотности как важнейшей составляющей функциональной грамотности на примере изучения истории. Вот, немножечко как бы доклад он здесь переиначил название «Документально-методические комплексы в обучении истории», но проблема именно читательской грамотности, которая сегодня поднимается и очень актуальна. Владимир Михайлович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Отрада, что звучало имя Петра Васильевича Горы, конечно, связано очень много у меня воспоминаний, впечатлений с его именем. Конечно, у нас не сразу сложились хорошие отношения. Дело в том, что кандидатский экзамен по методике обучения истории я сдавал в Ленинграде. Но там меня приняли в аспирантуру по одной причине, что у меня не было направления. Знаете, все пятерки были по всем кандидатским экзаменам, так? А направление дали в Москву. А когда Петр Васильевич, я приехал на собеседование, вам придется переучиваться, потому что там ленинградская школа, а здесь у нас другая школа, так? Ну, хорошо. Но постепенно у нас наладились отношения. Вот эти отношения, добрые отношения, поддерживались до конца его жизни. Он умер 13 марта 1988 года, а я диссертацию защитил в 1980 году, 15 сентября. И интересно, что в своих письмах у меня много писем сохранилось его, вот, которые прислал Надежде Сергеевне. Он обращался вначале: уважаемый Владимир Михайлович, а потом уже дорогой Володя. И вот такие вот хорошие приятели, хорошие отношения у нас складывались. И, конечно, я поклонник его методической школы, как ученик школы. Ну и, кроме того, сейчас я, конечно, поклонник, хотя намного старше, Ольги Юрьевны Стреловой. Потому что все, что она разрабатывает, какие оригинальные идеи выдвигает, для меня все это представляет огромный интерес работать с учителями, студентами, учащимися.
Я считаю больше всего не теоретиком, а практиком по работе вот, с учителями, работе с студентами, школьниками. Так? Ну и вот то выступление, которое было намечено, его немного переначал. Документально-методические комплексы в обучении истории, но они связаны с читательской грамотностью. Сейчас вот одной из главных целей обучения выдвигается формирование функциональной грамотности. А составной частью важнейшей является читательская грамотность. Вот эти задания, так называемые ПИЗа-задания, или задания по читательской грамотности, они позволяют связать школу с жизнью, позволяют формировать у школьников способности применять знания в жизни, ну, повседневности, будущей профессиональной деятельности, вообще в общественной жизни. Ну вот я хочу еще дело в том, что вот здесь основополагающим являются 4 статьи, о которых я говорил, Ольги Юрьевны, о формировании читательской грамотности. В общении с ней она тоже мне подтвердила в одном телефонном разговоре, что не надо путать с смысловым чтением, хотя смысловое чтение тоже большую роль играет в формировании читательской грамотности. И мне просто жаль, что учителя, не выписывают журнал просто преподавания истории в школе. Оказалось в этом году, что я один-единственный в Уфе, почтовому отделению, единственный выписываю этот журнал. А эти основополагающие статьи были опубликованы в этом журнале. Вот мне еще приведу одно мнение по поводу ПИЗа-заданий, заданий читательской грамотности и так дальше. Так, что как раз они позволяют выйти за пределы предмета центризма. Вот в российской газете недавно, 12 августа, Александр Адамович, научный руководитель Института проблем образовательной политики Еврика, интереснейшие мысли высказал, как нельзя кстати. Есть несколько логик обучения. Одна заключается в том, что принуждение является 100% условием обучения. Другая же построена на мотивации ребенка. Но только для этого надо выйти из зашоренности, когда учебный предмет становится самоцелью, а ребенок лишь средством освоения программы и средством достижения каких-то отчетных показателей. Так в большинстве случаев это бывает. Этот путь себя уже исчерпал. Давно закончился период, когда учили учебник являлись единственным источником знания. Урок по предмету – единственным способом обучения. А ответы на готовые вопросы – единственным показателем успешности. Сейчас мы переживаем мучительные, болезненные рождения другого способа, когда образование открыто, когда у тебя есть масса других возможностей, помимо учителя и учебника, для получения знания. Дело в том, что Ольга Юрьевна давно развивает мысли о документально-методических комплексах. Эти документально-методические комплексы – это совокупность разнообразных текстов. Некоторые учителя не до конца понимают, что текстом считается не только словесные, но любой визуальный, даже график, диаграмма и так дальше. Все это текст большой буквы. И документально-методические комплексы – это совокупность разнообразных источников, разнообразных текстов, и научной, и научно-популярной, и художественной литературы, и документальной, и художественные фильмы. Это репродукции картин известных художников, карикатуры, это периодические печати и так дальше. Все эти источники не предназначены для образовательных целей, для учебных целей. Но можно эти источники, их превратить в учебные продукты. Для этого нужно, конечно, их обработать. Нужна система вопросов и заданий, которая была бы нам направлена на многоперспективный подход. Слайд, пожалуйста, следующий. Многоперспективный подход. Так, здесь есть определение, дальше нужно. Так. Многоперспективный подход. Подход, смотрите. Многоперспективный подход. Верните тот слайд. Многоперспективный. Перед этим, да. Посмотрите, способ изучения исторических событий, персоналей, процессов культуры общества в различных
перспективах, в горизонтали, вертикали. Смотрите, я привожу примеры. Официальная, неофициальная версия, современники с различными точками зрения, свои и чужие, то есть другие, потомки, современники и так дальше, даже взрослые, дети и так дальше. Самые разнообразные перспективы. И вот эти, вы смотрите, вот система вопросов и заданий документалистических комплексов должна направлять учащихся вот на анализ, намного перспективный подход к изучению этих источников, который позволил бы учащимся выявлять различные версии, и на основе этих различных версий формировать собственную версию, свое мнение по поводу событий прошлого. И вот документально-методические комплексы, конечно, крайне заменимы в условиях информационного общества. Дело в том, что, конечно, большую озабоченность вызывают современные школьные учебники истории, нацелены на предметоцентризм. Я в свое время проанализировал эти школьные учебники с точки зрения формирования учебных умений в соответствии с предметом-результатом. Конечно, вот в какой-то мере учебники русского слова, литературы в большей степени, но недостаточно формируют умение познавать и действовать, что требуется в ЭГОС нового поколения. А тем более, что вот они нацелены на передачу готовых знаний, а не на развитие мышления, не выявление различных подходов, точек зрения, формирование собственного мнения и так дальше. То есть учебники фактически прошлого дня, они не современные, не будущего. Так. А вот документально-методические комплексы позволяют преодолеть этот недостаток, потому что человек в информационном обществе имеет дело с самыми разнообразными источниками информации. И на различных, и электронных, печатных носителях. Так. И вот главное, чтобы ученик мог ориентироваться в разнообразных источниках информации. Я решил в качестве примера привести документалистический комплекс по двум писателям. Андрей Жид, который побывал в 1946 году, и Леон Витвангер, который побывал в 1937 году. Дело в том, что еще в 1994 году была опубликована в 4 частях хрестоматия по истории России. Там ставители Клокова, Ларина и так дальше, известные методисты. И там были приведены фрагменты вот из произведений двух этих писателей. Слайды есть? Что? Слайды есть? А дальше там идут эти писатели. Пожалуйста, дальше слайд. Вы немножко слушайте. Так, вот здесь, смотрите, представлен Андре Поль Гийом, это, значит, Жид. Он побивал, значит, оба были ярыми сторонниками, приверженцами Советского Союза. Дело в том, что на рубеже 20-30-х годов большой интерес на Западе к опыту СССР. На Западе мировой экономический кризис, приход фашистов к власти в Германии, в Италии. А в СССР успешно осуществляются 5-летние планы, нет безработицы и так дальше. Так? И как противники, так и сторонники СССР на Западе. И вот среди Андрей Жид, который побывал в СССР всего 2 месяца. Он приехал накануне смерти Горького и выступал при похоронах Горького. И уехал накануне первого процесса над Каменем Зиновьевым. Так? И написал книгу «Возвращение из СССР». Так. И смотрите, что, значит, предыстории, значит, вот он еще до поездки в СССР, значит, писал о том, что молодые советские граждане наших дней, понимаете ли вы, что такое для нас СССР? Живое доказательство того, что казавшаяся утопией может стать реальностью и так далее. Так? И накануне его приезда газета «Известия» поместила: «Сегодня Красный столиц встречает виднейшего писателя современной Франции, лучшего друга СССР». И вдруг эта книга в СССР была запрещена. «Возвращение из СССР». Вот и возникает проблемная ситуация. Так почему же вот книга лучшего друга СССР так, была запрещена? Только стало известно в 1989 году. Так, годы перестройки. Так, значит, а вот Леон Витвангер побывал попозже, в январе 1937 года.
И написал книгу «Москва, 1937 год» под заголовок «Отчет для своих друзей». И как бы эта книга явилась ответом на книгу Андрея Жида. Так, и вот смотрите, два подхода. То есть вот в предыстории, вот в 1989 году было два эти произведения, соответствующие приложениями Андрея Жида, были опубликованы в одной книге «Два взгляда за рубежа». Характерное название даже, так? Значит, и там введение, большое введение, так, говорится, фактический взгляд Андрея Жида – это современный взгляд. Взгляд наш, вот наш современный взгляд на историю, он, значит, а Леон Витвангер дает так, толкует так историю того Советского Союза, отношений к Сталину, как и до большинства в Советском Союзе относились. Но не надо было заблуждаться, что Леон Витвангер не видел проблем в Советском Союзе, так? Он просто старался вербовать на Западе сторонников Советского Союза. Андрей Жид был из Франции, демократической страны. Он стремился выразить все, что видел в СССР. Причем, когда в СССР он бывал, так, что он был не в официальных только поездках, куда-то обычно старался побеседовать с людьми, узнать, глядел дома, жилища простых рабочих и так дальше. Так? Сейчас. Значит, он даже обычно как, когда приезжали туристы из-за рубежа, то их специально пышные банкеты, пышные торжественные приемы, их обрабатывали и так дальше. Так? А это постарался описать реальную действительность, как это делалось в Советском Союзе. Так? Значит, интересно, вот приведу пример. Значит, Коржавин, известный нам поэт, значит, приводит такой пример, что однажды поезд с туристами иностранными остановился напротив поезда с раскулаченными. Поезд, в котором везли раскулаченных, женщин, детей. Из решетчатых окон тянулись руки детей, просящих хлеба. И лейбористка ВЭП стала возмущаться. Как это начальник поселка допустил, что два поезда остановили друг против друга? Как, что иностранцы подумают о Советском Союзе? Видите, была обработка в Советском Союзе. Так, то есть, значит, и она, конечно, доложила Москве кому надо об этом факте. То есть, получается, Андрей Жид из Франции, демократической страны, описал так, как и видел, в какой действительности, представил действительность, так? А Леон Витвангер из Германии, изгнанный из фашистской Германии. Причем его книги были сожжены в фашистской Германии, так? И он ищет как бы в Европе, в мире сторонников Советского Союза, что именно Советский Союз, сталинское тело будет представлять фашистской Германии. Я подробно остановился. Дело в том, что, третье, вот, возможно, там, давайте посмотрим мы с вами, что вот на основе этого, можно, на основе фрагментов, на основе целой книги, предположим, смотрите, организация работы учащихся, как занятие историческое расследование, открытые познавательные задания, проекты, эссе. Но я приведу пример. Так, разработано мною занятие исследования, исторического исследования. Здесь, конечно, очень важно играет роль ключевой вопрос. Как можно сформулировать ключевой вопрос? Конечно, здесь, смотрите, в чем заключался спор двух великих писателей о Советском Союзе 30-х годов. Так, конечно, очень важно здесь это не просто спор, в чем заключался, а кто ближе все-таки более правдиво отобразил советскую действительность и почему. Вот именно и ближе к нам сейчас, к людям именно вот современного поколения, так? Кто бы более объективно отразил эту действительность. То есть здесь нужно не только исследовать вот точки зрения этих двух писателей советской действительности, а еще сопоставить эти точки зрения с, положим, современной исторической литературы, современным учебниками истории и понять, что Андрей Жид описал так, как мы сейчас представляем себе. Знаете, вот это. Так, и здесь, смотрите, и здесь задание, я разработал систему заданий, очень подробно не буду останавливаться, систему заданий. Дело в том, что вот здесь я презентацию отмечаю, прежде всего, это многоуровневый подход, вернемся, многоуровневый... Следующий слайд. Нет, сначала. А вернитесь к многоуровневому подходу. Многоуровневый подход, еще раз.
Еще начало. Там, где многоуровневый написано. Многоуровневый. Вот смотрите. Так. Но Ольга Юрьевна подробно разработала. Так. Третье. Это принцип комплексного исследования исторических документов, включает в себя атрибуцию, анализ содержания, дальше личностный анализ, аксиологический анализ, критический анализ и, значит, проксиологический анализ. Вот вопросы и задания разработаны на всех уровнях. Но, предположим, смотреть критический анализ. Это на основе каких источников или какими источниками информации пользовался Андрей Жид. И какими источниками пользовался Леон Витвангер. Например, я сейчас заканчиваю. Да, например, Леон Витвангер специально, смотрите, даже вопрос учащимся. А почему Андрей Жид, известнейший писатель, который в СССР приветствовали очень, так, который выступал при похоронах, значит, Горького и так дальше, так? И вдруг это, получается, его не удостоил честью Сталин, чтобы посетить. А вот учитывая то, что как поступил Андрей Жид, как написал советскую действительность уже, значит, то есть Сталин пригласил, трехчасовая беседа со Сталином, даже вот это имеет значение. И даже вот я сейчас заканчиваю, предположим, вот смотрите, о процессах. Вот против троцкистов Камень Зиновьев, август 1936 год, январь против Пятакова, Сокольникова и так дальше. И Леон Витвангер пишет: «Я ехал с сомнением, потому что на Западе осуждают эти процессы». И книга еще Андрея Жида мои сомнения утвердила. Но когда я приехал с мнением Запада, а утвердилось мнение Москвы, то есть оправдание этих процессов, он пришел на втором процессе. Здесь вот в этих произведениях, двух книгах, масса вот возможностей для того, чтобы объяснять критический подход. Так дальше. Но мне тебя скажут о том, а где будет время для этого, так? Я считаю, что на базовом уровне, возможно, я тоже разработал познавательное задание использования, отдельное высказывание Андрея Жида, Леона Витвангера, а углубленный уровень время позволяет, пока позволяет, и тем более еще говорящую проектную деятельность, написание эссе и так дальше. Так? Вот эти... Я пока в литературе не встречал. Только вот в этой хрестоматии для учителей, для учащихся так, только один вопрос нам был. Какие противоречия были между этими писателями в освещении советской действительности? Так, вот, конечно, вот это такой подобный опыт, значит, ну, изучение вот таких противоречивых источников позволяет более реально увидеть вот именно какие была действительность, каким представляли люди с различными взглядами, так? Значит, выработать свое мнение, свое отношение к взглядам этих писателей и так дальше, так? То есть видите, что документально-методические комплексы – это источники не для школы предназначенные, но их можно обработать системой заданий и вопросов, так? И, значит, многоперспективный подход, и тем более вот еще многоуровневый анализ, так, то есть выйти за пределы предмета центризма получается, так, и именно вот это, такие вот источники позволяют как раз, ну и образование, как Матвиенко подчеркнул в российской газете «Ко дню учителя», сделай школу запоминания, преврати в школу понимания. Так, спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Михайлович, очень интересно. В общем-то, конечно, хотелось бы полностью презентацию эту увидеть, но я думаю, что такая возможность, мы выставим это. Мы понимаем, что сегодня, в общем-то, конечно, изменилось отношение к источнику в школьном образовании, и это очень важно, поскольку источниковедческий анализ сегодня в работе учителя, к сожалению, имеет очень большие пробелы. И нам бы хотелось, чтобы, конечно, это белое пятно было ликвидировано в подготовке учителя и уже работающего, и тот, кто еще стремится стать учителем. Потому что действительно, мы с вами знаем, источник – это практически остов истории, всех реконструкций, всех построений. И вот сегодняшние выступления, они тоже нам показывают различные виды, и различные виды источников и различные подходы возможны к их использованию. Значит,
Следующее выступление у нас, согласно программе, посвящено, значит, тоже источнику историческому при изучении конкретной темы, как источник, как диафильм, как такой наглядный источник, образный источник. И я думаю, у нас подключилась Юлия Викторовна, доцент кафедры отечественной всеобщей истории, значит, Новосибирского государственного педагогического университета. Юлия Викторовна, вы нас слышите? У меня все исчезло, коллеги. Вот, Дружинина Юлия. У меня Дружинина Юлия. Это мне Слава Тришатович прислал. Так, я не поняла, что сказать. Так, ну что, нам пока продолжить, у нас очень торопится. Так, не можете найти, да, коллеги? Ну хорошо, Юлия Викторовна, вы тогда сейчас пробуйте пока подключиться. Я знаю, что у нас вот за вами практически должна выступать Изабелла Станиславовна. Она очень торопится, поскольку у нее очень плотный график сейчас работы. Тогда давайте мы поменяем вас местами. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, в чате пишите, потому что при составлении резолюции мы будем учитывать весь спектр проблемных вопросов и то, что вас интересует, с тем, чтобы потом действительно, в общем-то, это вынести в такую обобщающую повестку дня следующих наших с вами встреч. Изабелла Станиславовна, я вас вижу, что вы есть. Да, вот. Уважаемые коллеги, я здесь. И у меня после доклада Владимира Михайловича прямо буря всяких разных эмоций и огромное количество вопросов, потому что, ну, представлюсь, я из города Екатеринбурга, 40 лет педагогический стаж, много лет преподавала методику преподавания в Уральском государственном университете и заведовала кафедрой ВРО. Вот. Сегодня выступаю как рядовой педагог, представитель СУНЦа, лицея Уральского федерального университета. И первый вопрос, отвечать на него, наверное, не надо, потому что это очень долго будет. Он заключается в следующем. То есть не кажется ли вам, коллеги, что мы вот иногда выступаем в роли кремлевских мечтателей? То есть когда мы говорим о том, что да, надо перестраивать систему исторического образования, и все понимаем, насколько важна источниковая база и насколько это важно работать с документами на уроке истории. Но представьте себе, вот я сейчас буду говорить о 1917 годе, да, на который у нас там одно занятие, ну максимум два, если я захочу, смогу выделить, и весь этот событийный ряд, да, перевести в работу с документами, положим, да, и просить, чтобы ребята написали свою версию исторического прошлого, но вот у меня это вызывает очень большие сомнения, потому что мы же понимаем, что все-таки без конкретных исторических знаний, худо ли бедно, они в наших учебниках присутствуют, да, то есть мы не можем ребят подвести к тому, чтобы они сделали какие-то выводы. Второе, говорилось о тексте, о документах и так далее, да, и у меня получается, что выступление вроде бы как ложится сюда. Сейчас я попробую открыть презентацию. Так, слайд-шоу. Выступление Изабеллы Станиславовны «Революция 17-го года на оси координат». Новый такой подход интересный. Нет, Гульнара Талгатовна, может быть, это не новый подход, просто я сама его придумала там 20, а может быть, даже уже 30 лет назад, и мне кажется, он работает, и я хочу вот просто с коллегами поделиться, да, вот своими соображениями по поводу того, как эту тему можно подавать. У меня и диссертация по 1917 году, то есть, в принципе, это, наверное, ну вот моя тема, мой формат и так далее. Сразу оговорюсь, что предметом моего выступления не является анализ причин, положим, февраля и октября, ну, в старой интерпретации, в нашей советской, или причин Великой Российской революции. Я хочу поднять проблему, какую, связанную с тем, что огромное количество событий, оно представлено в школьных учебниках истории, и как можно это перелопатить, как это можно связать, как это можно подать ребятам,
На мой взгляд, это очень сложная вещь. Вот перед своим выступлением я вновь обратилась к нашим учебникам. Ну, в моей домашней библиотеке 3 линейки. То есть русское слово – это 15 страниц текста, ну, плюс небольшие картинки. Дрофа – это 30 страниц текста, плюс небольшие картинки. И просвещение – 17 страниц. Это все тексты, посвященные, ну, событиям Великой Российской революции. То есть в нашем историко-культурном стандарте, если мы на него посмотрим, в принципе, 917 год представлен, ну, я бы сказала, даже очень скромно. Потому что что значит формирование Временного правительства и программа его деятельности? А дальше переформирование Временного правительства, 4 состава Временного правительства. Это нам куда девать? То есть у нас в программе, в наших учебниках весь этот материал представлен. И, соответственно, получается вот некое противоречие. В тексте историко-культурного стандарта я смотрю, вроде бы все реально. Да, я успею там за 2 часа, положим, за пару, это ребятам рассказать. В реальной практике, когда я начинаю переходить к фактологии, к работе, там, положим, с теми же самыми документами, ничего просто-напросто не получается, потому что времени катастрофически мало. Мне везет, я не работаю сейчас в гуманитарных классах, я работаю в физмат-классах, поэтому я могу подвинуть по времени какие-то там другие вопросы, положим, и остановиться на 917 году, чтобы ребятам объяснить, что это все-таки, несмотря на то, что сейчас как-то мы забываем про это одно из ключевых событий, одно из ключевых событий все-таки 20 века, и я не знаю, будем ли мы отмечать это событие в следующем году, потому что столетие революции как-то прошло незаметно. Я хочу, чтобы ребята понимали, что многие вещи, они заложены были там, и те причины, которые были у февраля и у октября, они в определенной мере могут созревать и в нашем сегодняшнем обществе. То есть для меня это принципиально важно. В нашем историко-культурном стандарте представлены вот персоналии, перечень персоналей. Но опять же, посмотрите, вы видите, что их здесь, вот я красным выделила тех, кто к 17 году относится, вот именно от февраля к октябрю. И это тоже далеко не все, потому что набор персоналей в наших учебниках гораздо больше. И, соответственно, тоже возникает вопрос к авторам учебников, а почему вы их немножко не подсократили там свои тексты и как-то не изложили революцию попроще. В этом смысле, опять же говорю, когда я работала в гуманитарных классах, я все-таки старалась ребятам дать предварительное задание, чтобы они заранее прочитали, ну вот текст параграфа, положим, хотя бы общий смысл уловили, что происходило, и дальше бы составили, ну вот некую хронологическую табличку. Хронологическая табличка, вот ее образец, который иногда я даю, иногда не даю. Иногда, то есть если классы посильнее, это можно задание выполнять, иногда нельзя выполнять это задание, но это все-таки некий ориентир, потому что все-таки в 917 году у нас действуют 3 вот таких крупных политических силы. Это мы с вами знаем Временное правительство, это Петроградский совет, и еще одна сила, которая рвется к власти, прямо очень сильно рвется к власти, это большевики. И, соответственно, вот эти 3 силы, они ключевые. Вот здесь посмотрите, общий перечень событий 917 года, я их списала из наших 3 учебников. Издательство «Дрофы», издательство «Русское слово», издательство «Просвещение». Как школьный учитель сегодня я думаю, ага, а вдруг на ЕГЭ попадется вот задание поставить в правильной хронологической последовательности, и что мои дети будут делать, если они, например, этой хронологической последовательности не знают. Вы скажете, они должны понимать. Да, конечно, они должны понимать. И с этой целью я и пытаюсь вот некоторые вещи проработать, проговорить, чтобы им было понятно, какое событие могло последовать, ну, какое одно событие последовать за другим. Вот у нас, смотрите, всего 44 события. Я очень внимательно посмотрела наши учебники. Поэтому я придумала вот такую вещь, ну, прежде всего физмат-классы, они любят всякие схемы, графики и так далее. И для проведения такого урока, ну, не одного, а даже 2, а иногда у меня и 3 получается, мне нужны разворот тетради, линейка и цветные ручки. Если бы мы с вами проводили мастер-класс сейчас, я бы вас попросила взять листочки и дальше как бы по тексту уже вот поработать с тем материалом, который я вам предлагаю.
Итак, мы изображаем в нашей тетради ось координат. Вы видите, что у меня 3 ключевых точки. Синяя точка – это будет означать временное правительство, зеленая точка. Ну, раз у нас идет речь сегодня о методике преподавания истории, поэтому я не выступаю с теоретическим докладом по революции 1917 года, по событиям, вот, а выступаю с такой методической темой. Зеленый – это Петроградский совет будет, ну и красная, понятно, это большевики. То есть, соответственно, с точки зрения методической, мы, пройдя вот уже предшествующий материал, и ребята все-таки понимают, да, что-то в стране делается не то, потому что и Первая мировая война, и конфликт прогрессивного блока с временным правительством, и министерская чехарда, и боязнь голода, и замерзший там Петроград и так далее, это все очень важно. Но когда мы подходим вот к теме уже Россия от февраля к октябрю, конечно, можно попросить их сформулировать вопрос, но предварительно сказать, что, ребята, в октябре 1917 года к власти придут большевики. И тогда они действительно смогут сформировать ключевой вопрос, почему самая малочисленная, по сути дела, партия, да, в феврале 1917 года, в октябре 1917 года становится правящей партией. Вторая, как бы, я сразу оговорюсь, что это все я черчу мелом на доске, потому что это должна вот эта вся схема рождаться постепенно и приобретать вот какую-то такую законченную форму. То есть, соответственно, дальше вот у меня большевики, красная линия, дальше второй ключевой вопрос, естественно. И эти линии у меня прочерчены, Временное правительство и Петроградский совет. Почему в течение года они теряют свой авторитет и, по сути дела, отдают власть большевикам, уступают эту власть. Кроме того, в силу того, что событийный ряд очень большой, видите, внизу у меня расчерчено по месяцам: февраль, март, апрель, май, июнь и так далее. И, соответственно, сюда будут далее накладываться события 1917 года. И вот здесь я прошу ребят сделать вот эти пунктирные линии, чтобы аккуратно было, чтобы они вписывали сюда эти события. Дальше мы рассматриваем вот эти 3 действующих силы для того, чтобы им было понятно, что, зачем происходит, то есть как развиваются события. И в первую очередь я рассматриваю вот деятельность Временного правительства. И по моей схеме, кстати, сразу скажу, что я вообще первый раз в жизни делала при помощи своей внучки вот эту схему, потому что обычно я ее просто черчу на доске мелом, вот, а сегодня она у меня приобрела какой-то более или менее приличный вид, но она меня не устраивает, потому что здесь какие-то вещи пропущены. Но смотрите, то есть, когда я говорю про Временное правительство, то есть я действительно первым делом сообщаю, что да, Временное правительство, вот оно создано тогда-то, 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 первоначально, можно сказать, однопартийное, что было 4 состава правительства, 3 из них были коалиционные, и это тоже тема для обсуждения, для разговора, чем занималось Временное правительство, что говорилось в декларации Временного правительства, что к осени 1917 года Временное правительство сделало, а что не сделало, да? В чем была, положим, политика князя Львова или Александра Федоровича Керенского, который возглавлял 3-й и 4-й состав правительства. Вообще здесь идет разговор и о личности, какую карьеру тоже сделал Керенский, почему так закончилось плачевно его вот эта политическая карьера. Это все важно. И вот на этой схемке сверху, вот, ну, положим, голубым цветом, вот это можно было все отследить. Понятно, что я ребятам рассказываю подробно, что, какие решения принимало Временное правительство, кто такой там Лавр Георгиевич Корнилов и почему возник конфликт с Керенским, почему, в общем-то, авторитет кадетов упал после Корниловского выступления и поддерживающих там Петроградского совета меньшевиков и эсеров. Вот это все укладывается вот один этот слайд.
То есть, соответственно, по верхнему ряду мои ребята должны видеть, что делало Временное правительство после того, как Николай II, в общем-то, отрекся от престола. Да и вообще, откуда взялось это Временное правительство? Из Временного комитета там, Государственной Думы, дальше там Прогрессивный блок, и дальше по ходу можно идти. Вот это такой ключевой первый слайд, с которого мы начинаем работу, и он, в общем-то, достаточно информативный. Вопросы для ребят, они, в общем-то, составлены, и, соответственно, раз в конце занятий мы должны ответить на вопрос, почему большевики все-таки отняли власть и взяли эту власть в руки, надо проанализировать деятельность Временного правительства, его ошибки. Значит, вторая линия зеленым цветом у меня выделена, это линия Петроградский совет, и, соответственно, да, почему-то вот на этом слайде у меня не отмечено стрелочкой двоевластия, оно осталось в предыдущем слайде, но вы понимаете, о чем я говорю, и, соответственно, здесь вот зеленым цветом, да, в какие-то определенные месяцы, еще раз подчеркну, что какие-то события у меня просто пропущены, это невозможно все вот сейчас здесь представить. То есть, что делал Петроградский совет, из кого состоял Петроградский совет, почему состав Петроградского совета все-таки меньшевистско-эсеровского к осени, к сентябрю, в сентябре там 17 года уже доминирующими становятся большевики, почему Николай Чхеидзе сменяет Лев Троцкий в сентябре 1917 года, то есть почему Петроградский совет поддерживает Временное правительство, какие аргументы были у меньшевиков и эсеров, почему в июле это двоевластие, а термин двоевластие сохраняется в наших учебниках, хотя ведь есть авторы, которые считают, что двоевластия не было, что двоевластие, может быть, сложилось вот осенью, как раз Корниловский мятеж, Корниловское выступление, когда было. Но в любом случае, то есть вот этот следующий слайд, он показывает деятельность Петроградского совета. Здесь, конечно, дети читают документ, да, текст приказа номер 1, дальше могут отвечать на вопросы, связано ли вот появление приказа номер 1 с неудачами на фронте в последующем, потому что армия была действительно деморализована, дезорганизована и так далее, и так далее. И, соответственно, дальше возникает вопрос, одни ли большевики виноваты в том, что армия разложилась и так далее, а может быть кто-то еще. Подразумеваются в том числе и Петроградский совет с его приказом номер 1 сыграли вот какую-то негативную роль. То есть это все вот для понимания и для объяснения. Понятно, что третья сила, действующая в революции, это большевики, ну, можно написать РСДРПб. Вот. И мы видим, что, по сути дела, большевики позднее других вступают в политическую борьбу, то есть, по сути дела, после приезда Владимира Ильича Ленина, но зато вот эти красные квадратики позволяют видеть, да, что у большевиков есть четко сформулированная стратегия, по большому-то счету, то есть все лозунги, они обозначены, то есть программа есть. На 6-м съезде РСДРП, и, кстати, отмечу, что ни в одном учебнике 6-й съезд РСДРПб не упоминается, и тогда возникает такой вопрос, а как тогда большевики все-таки смогли прийти к власти, то есть если они, положим, не готовились, не выдвигали свой план подготовки вооруженного восстания, не проводили там морально-психологическую подготовку населения, но это вопрос к авторам учебников, по большому-то счету. Вот, и, соответственно, вот по этим квадратикам, конечно, это еще не все. Мы видим, да, как они целенаправленно после каждого просчета, провала Временного правительства набирают обороты, набирают баллы. И здесь этих баллов, бонусов очень много. Значит, нота Милюкова, ага, а мы-то, значит, призываем сначала к борьбе с революционным оборончеством, да, в принципе, за окончание войны. Ага, Временное правительство не принимает решения о наделении крестьян землей, не решает аграрный вопрос, земельный вопрос. Крестьяне начинают в августе захватывать земли, а мы им говорим, захватывайте земли, это ваша земля. То есть наш авторитет, это я от лица большевиков выступаю, в общем-то растет, 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 растет. Мы готовимся к восстанию, мы вот большевизировали Петроградский совет, создали военно-революционный комитет, мы разработали план и так далее. То есть здесь, соответственно, вот я пытаюсь, по крайней мере, иногда удачно, иногда, может быть, менее удачно, но все-таки ребятам объяснить, что система
система, логика, подготовка, она играет огромную роль, и целеполагание, то есть они играют большую роль, и благодаря этому большевики, конечно же, пришли к власти, и плюс Владимир Ильич Ленин сам как личность, конечно, сыграл большую роль. А на последнем слайде, вот здесь, куда вынесены, положим, многие вот по всем линиям составляющие, то есть можно здесь, в общем-то, рассматривать разного рода связи, и я пыталась их, в общем-то, выяснить, да, можно взять приказ номер 1 Петроградского совета и посмотреть, где там провал наступления на фронте, связаны ли они, можно найти вот нерешенный вопрос о земле и захват земли и так далее, можно найти июльские события и гонения со стороны Временного правительства на большевиков, и с другой стороны говорить о том, что у нас в стране так принято гонимым всегда сочувствие, всегда поддержка и так далее, и авторитет большевиков в том числе и по этой причине тоже возрастает. То есть, соответственно, в целом к концу, когда вот, ну представьте себе, что это на доске все нарисовано там красным мелом, зеленым мелом, там синим, конечно, может быть не очень хорошо, но когда это постепенно рождается, и когда это постепенно объясняется детям, то тогда здесь уже, ну, в общем-то, можно заканчивать сюжет знаменитой там фразой Ленина, что рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. И на этом я ставлю точку, потому что разговор о первых преобразованиях, там, о декретах, первых декретах советской власти, это уже совершенно, ну, другая тема разговора. То есть, соответственно, проблема, которую я пытаюсь решить, вот предлагая ребятам такую ось координат, биссектрисы, или как там назвать, не знаю, ось координат, чтобы все-таки они вот видели динамику событий, они видели, что из чего произрастает, они могли сравнить действия 3 ключевых сил в стране в 1917 году, ну, естественно, прийти к определенным выводам. Выводы не озвучиваю, мы их с вами знаем, их действительно очень-очень много, но в какой-то мере, вот лично мне, вот эти графики, они помогают. Вроде выключила есть. Выключила. Вот, Гульнара Талгатовна, я вроде бы уложилась даже в регламент. Да, вы прям скоростным образом все выполнили, Изабелла Станиславовна. Спасибо огромное. Спасибо, что в такой сжатый период вашей работы вы все-таки смогли нас поддержать, выйти с очень интересным выступлением. Я думаю, что ваш опыт, в общем-то, очень интересен, содержателен. Понятно, что он такой сконцентрированный. Вот, может быть, здесь можно было больше пояснять и раскрывать, но я думаю, что, в общем-то, уже какие-то идеи, какие-то, в общем-то, ассоциации параллельных подходов и прочее у учителей тоже складывается. Спасибо огромное. Ну да, может быть, кто-то просто вот возьмет за основу, по-своему переработает, переделает и как-то для себя. Очень интересный подход. Спасибо огромное. И внучке спасибо за то, что помогла вам сделать такие схемы. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну продолжаем дальше работать, поскольку у нас уже как бы временной лимит на площадке тоже наполовину выполнен. Значит, Юлия Викторовна, как у вас дела с подключением? Коллеги, все отлично. Прошу прощения за такое дерзновенное действие. Все понятно. Замечательно. Значит, Юлия Викторовна Дружинина, доцент кафедры отечественной истории, я уже называла, Новосибирского государственного педагогического университета. Пожалуйста. Коллеги, очень благодарим, что даете нам такую прекрасную возможность, как представить нашу разработку о том, как можно использовать на уроках истории диафильм как исторический источник при изучении темы «Полет человека в космос», первый полет. Наш доклад совместный с Еленой Федоровной, поэтому говорить буду от лица двоих нас. В настоящее время мы с вами знаем, что коллеги привлекают на уроках истории абсолютно разные исторические источники. Речь может идти о плакатах, о марках, об агитационном текстиле, о палихе.
И это, конечно, очень удачная практика. Почему? Потому что школьники, мы с вами знаем, очень любят новизну. И когда мы предлагаем новый материал, то, конечно же, градус интереса значительно повышается. И исходя из этого, мы можем с вами сказать, что диафильм на уроке, несмотря на то, что, казалось бы, это давно уже хорошо известный и старое такое средство обучения, вышедшее из практики, становится актуальным. Почему? Ну, первым мы уже проговорили о том, что, конечно, используются разные источники, и мы ищем новые источники, которые дают нам возможность по-новому взглянуть на какие-либо проблемы, внести новые окрасы, новые контексты понимания той или иной проблемы. Во-вторых, мы с вами понимаем, что современный школьник в своей повседневной практике очень тесно связан с визуальными текстами. И, конечно же, мы предлагаем вариант того, как можно трактовать тот текст, который он увидит в диафильме. Текст как визуальный, текст и письменный. Конечно же, мы с вами понимаем о том, что, как правило, когда коллеги начинают применять на практике, на уроках истории новые исторические источники, такие действия сопряжены с творческой работой, потому что нужно осмыслить, нужно понять, как выстроены эти источники, и как-то его осмыслить, и коллеги предлагают творческие задания. А творческие задания, мы с вами знаем, современный школьник очень любит, потому что это задания, которые дают максимальную возможность ребенку реализовать свои интересы на практике и свои умения. Считаем целесообразным предложить варианты организации работы школьников на уроках истории с этими диафильмами еще по какой причине? Потому что если мы посмотрим, какие вообще в принципе у нас подходы существовали в разные периоды к диафильмам, то мы увидим, что их использовали и в качестве демонстрации, в качестве иллюстрации, в качестве агитационного средства. Более подробно и детально подходы разные я представила на презентации. И нам почему кажется, что важно обратиться к диафильму? Потому что если мы посмотрим с вами на современные учебники истории, вот в качестве примера приведу учебник Таркунова, то мы с вами увидим, что такая сложная проблема представлена весьма поверхностно. Вот если анализировать текст, то мы можем с вами отметить, что в школьном учебнике отмечено, что в 1957 году в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Отмечается, что 12 апреля 1961 года Гагарин открыл человеку дорогу в космос. Далее мы видим портрет космонавта в скафандре, упоминание о полете Белки-стрелки, видим изображение первого спутника. Да? То есть вот такие крайне лаконичные формулировки и фразы, которые, к сожалению, не дают возможность ребенку воссоздать полностью той сложной картины, которая была связана, в принципе, в истории с освоением человеком космоса. И, конечно, мы понимаем, что необходимо находить те источники, те средства, которые позволят взглянуть по-новому, увидеть какие-то новые краски, как я уже говорила ранее, на эту проблему. Мы уже старались найти какие-либо подходы для того, чтобы заинтересовать современного школьника таким сюжетом, как освоение космоса, потому что, если вы помните, в новом стандарте среди прочих пунктов говорится о том, что необходимо школьников знакомить с техническими достижениями, которые были в нашей истории страны сделаны. Наверное, таким техническим достижением крупным является освоение космоса. Поэтому мы пытались посмотреть, как можно при помощи советского палиха в такой сказочной форме объяснить ребенку, заинтересовать ребенка этим сложным процессом. Поэтому мы выходим на диафильмы. Тут, конечно, я понимаю, что, наверное, кажется архаичным наш подход в 21 веке, когда все у нас практически в цифру ушло, предлагать диафильмы. Но мы считаем, что все-таки на самом деле этот исторический источник очень интересен. Почему? Потому что диафильмы представляют собой весьма сложное явление. Что такое диафильм? Мы за определение берем подход, который предлагается в Большой советской энциклопедии, на презентации представлено. Что хотелось бы отметить? Диафильмы изначально создавались для сопровождения образовательного процесса, либо для просветительских каких-то мероприятий, где показывали вот эти сюжеты, связанные с освоением космоса. Поэтому мы понимаем, что очень четкая, очень кропотливая работа шла по отбору как визуального ряда, так и текстового. Кроме того, у диафильмов, на наш взгляд, есть некоторые преимущества перед художественными фильмами, особенно современными. Какие? Современные фильмы, как правило, конструируются, исходя из того, что есть определенная мода на внешность актрис, есть определенная такая потребность в том, чтобы фильмы были смотровыми, были спецэффекты, даже если это идет освоение космоса, то что-то нужно добавить. А вот диафильм в этом плане содержит
пусть и статичную, но все-таки более, как нам кажется, правдивую в кавычках ставим, да, потому что это всегда относительная категория, информацию – это фотографии. Кроме того, мы понимаем с вами, что диафильм, он очень интересно выстроен, это комплексный источник. Что это означает? Это означает, что когда мы работаем с таким сложным источником, то у ребенка происходит формирование, ну мы надеемся, метапредметных, предметных и личностных результатов, опять же, отсылка к нашему действующему стандарту. В-третьих, мы понимаем, что использование этих старых средств обучения на уроках, которыми являются диафильмы, они способствуют еще установлению конструктивного диалога между родителями и детьми, когда школьникам необходимо, работая с диафильмами, выполнять либо творческие задания, либо исследовательскую деятельность, либо выполняя просто домашнюю задание, которое предложил педагог. Что интересно? Интересно то, что нам кажется, диафильмы важны, потому что позволяют сохранить связь между поколениями преподавателей разных периодов, преподававших в школах историю, потому что есть сложившаяся методика, как можно работать с диафильмами, а есть некоторые новые практики, которые можем мы с вами предлагать, как учителя, которые действуют и работают в школах 21 века. Что еще интересно? Интересно то, что мы попытались отразить, ну, как нам кажется интересно, отразить свой опыт работы с диафильмами в рамках подготовки школьников к олимпиадам, к исследовательским деятельностям и наш опыт работы со студентами в рамках методики преподавания истории. Что интересно еще, вот нужно заметить, когда мы будем с вами работать с диафильмом как источником, следующую важную черту. Дело в том, что диафильм – это, знаете, нечто похожее и что-то среднее между документальным фильмом и что-то похожее на фотографию. Но при этом диафильм не является ни одним из этих источников. Вы помните, что диафильм состоит из кадров, все эти кадры представляют собой фотографии, к которым добавляется текст. Что интересно, почему мы принципиально отличаем диафильм от фотографии? Фотография – это всегда законченное действие, это законченный источник. Даже если мы с вами видим серию фотографий, так или иначе, каждая фотография – это уже вот сложившееся некоторое действие. Но диафильм выстроен так, что каждый последующий кадр, он каким-то образом связан с предыдущим, либо является прологом к следующему. И все кадры связаны текстом, если в диафильме присутствует текст. Следующая очень важная черта, отличающая диафильм от документального фильма, что нам тоже нужно учитывать с вами со школьниками, это о том, что здесь есть также правила конструирования диафильма, характерные для конструирования фильма. Мы понимаем, что есть кадры, мы понимаем, что есть определенная состыковка кадров, и это тоже коллективная работа, которая требует специального осмысления, которые нам предлагают, подходы, которые предлагают нам киноведы. Но, опять же, когда мы говорим про документальный фильм, здесь тоже есть особенность. Документальный фильм, как правило, имеет закадровый голос, и интонирование этого голоса дает нам уже некоторый настрой, как воспринимать ту или иную информацию. И опять же, чаще всего документальные фильмы сопровождаются музыкой, которая опять же нас настраивает на некоторое восприятие. Диафильм же, имея черты и фотографии, и в то же время фильма, лишен этих особенностей, что, конечно же, дает возможность нам очень много творить, да, и придумать разные форматы для организации работы с школьниками с ними. И что интересно, мы понимаем, что диафильм изначально создавался как некоторая просветительская такая вот конструкция, но с другой стороны и которая занимается агитацией, пропагандой. Поэтому в теле диафильма могут быть вкраплены абсолютно разные источники, с которыми нужно абсолютно по-разному работать, и это как раз и дает нам возможность применять разные стратегии организации работы школьников. Мы также очень хорошо понимаем и отдаем себе отчет, присоединяемся к позиции Ольги Юрьевны Стреловой о том, что источники, вот, допустим, как диафильм и другие, являются ценными источниками по истории идей, общественных настроений, просвещения, повседневности, но своего времени. Таким образом, при работе с диафильмом на уроке истории учителю необходимо научить школьников осуществлять анализ разных по своим характеристикам и по времени созданию исторических источников, что способствует развитию исторического мышления у ребят и их интереса к предмету. Мы с вами сегодня уже слышали фамилию Горы, да, которая для нас, конечно, очень важна, потому что именно и он проговаривает
о том, что при объяснении тем необходимо использовать диафильмы, но также можно встретить подходы к тому, как работать с диафильмами в работах Жука, Кузнецова, Топоркова. У нас, Елена Федоровна, уже есть серия работ, в которых мы по-разному пытаемся предложить вариант, как можно организовать работу с диафильмами. И сегодня мы хотели бы предложить некоторый корпус вопросов и уровней, которые может использовать педагог при организации работы со школьниками с диафильмами. Можем сказать следующее, что это всего лишь модель. Мы старались найти максимальное количество вопросов, но каждый педагог имеет возможность, исходя из того, какой у него класс, какие он ставит перед собой образовательные, воспитательные, развивающие или какие-то цели, отбирать, дополнять и менять. Это всего лишь конструкт, с которой можно работать. Источников, посвященных первому полету человека в космос, достаточно много. Вы можете увидеть лишь небольшой перечень, который я представляю на презентации. А если поискать в интернете, я думаю, что будет гораздо больше, потому что оцифровка идет старательно. Модель выглядит примерно таким образом. Когда мы смотрим с вами на диафильм, то можно работать в зависимости от того, какая у нас тема, в каком классе и что мы изучаем, по следующим таким вот некоторым пунктам. Если нам интересно именно то, что изображено в диафильме и касается освоения космоса, то мы можем говорить о том, что диафильм – это как исторический источник, который содержит информацию о полете первого человека в космосе. И тогда мы анализируем фотографии, записки, тексты, которые выносятся в тело диафильма, взятые вот именно зафиксированные, да, фиксирующий момент, наверное, так лучше сказать, 1961 года, момент полета. Но мы можем с вами работать и по-другому, в рамках исследовательской, в рамках проектной деятельности. Может быть, какие-то другие форматы, где ребенку очень интересно работать и узнавать о космосе. Это когда мы смотрим на диафильм не как на источник 1961 года, а на как источник, который был создан людьми в какой-то другой хронологический период. Вы на слайде видели источники, да? У нас предложены были диафильмы 61-й, 63-й, там 70-й, и какие-то, ой, извините, 61-го не было, там 60-й конец, 80-й и так далее. То есть мы можем посмотреть, как люди, которые жили в другую эпоху, представляли себе тот значительный шаг в развитии человечества, как полет космоса. И здесь, опять же, в зависимости от уровня мы можем работать по-разному, но понимаем, что работаем уже не столько с тем, как полетел Гагарин в космос, а именно то, как люди себе представляли в 60-х, ну и в остальных годах этот процесс. И можно работать уже несколько на другом уровне, понимая, что это источник, который обладает массой плюсов, но и своих минусов, как и любой источник, но это уже как некоторый образовательно-воспитающий или такой вот некоторый ценностный, да, элемент, и мы смотрим, как можно с ним работать в современном образовательном пространстве. Вот, к сожалению, время у меня ограниченное, но чтобы вы понимали, что когда мы анализируем диафильм, я открою только на примере одного, так скажем, подхода, чтобы у вас возникло понимание. Смотрите, самый простой уровень, это, в принципе, может сделать любой школьник, который умеет работать с источниками. Мы, конечно же, учим это делать. Это какие события, связанные с первым человеком, извините, с первым полетом человека в космос, представлены в диафильме, каких исторических персонажей вы можете назвать, посмотрев диафильм, и какие из них вам запомнились больше всего. То есть, посмотрите, ребенок посмотрел, у него какой-то ряд возник. Если нам не нужно погружаться больше в детальные какие-то моменты, связанные с полетом человека в космос, мы, в принципе, можем ограничиться. Если у нас класс интересующийся, если у нас есть отдельные школьники, которые интересуются, или это профильный уровень, мы начинаем наращивать, переходим на второй уровень. Это уже связано с более подробным, детальным анализом диафильма, то есть это выявление тех фактов, которые не лежат на поверхности. Ну вот посмотрите, ну, допустим, смотрим вопрос 3, я думаю, что глазами вы пробежались по остальным. Почему в диафильме одни изображения представлены крупным планом, а другие общим дальним? Поясните. Опять же, здесь ребенку поясняем, что означает дальний, что означает передний план. И вот эти вот вещи, конечно, ребенку дают возможность увидеть, что, как правило, у нас на первый план выходят более значимые моменты, а на дальний, на последний план то, что, ну, по каким-то причинам важно знать, но не так является значимо. И такая система вопросов позволяет ребенку, в зависимости от его интереса, либо просто познакомиться, либо выявить какие-то сущностные важные характеристики источника, с которым он работает. И третий уровень мы предлагаем, в принципе, для
анализа любых из этих подходов – это уже творческий уровень. Как мы предполагаем, ну, мне кажется, логика мышления, так она, в принципе, человека выстроена, что когда я познакомился, узнал, нашел какие-то вещи, которые меня заинтересовали, я могу перейти к третьему уровню. Третий уровень – это творческий, когда я начинаю осмысливать и перерабатывать, продуцировать новую какую-то информацию на основе той, которую получила. И мы предлагаем ребятам в качестве заданий это озвучить диафильм, написать тексты к тем слайдам, где нет, либо заменить текст слайда, спросить родственников, смотрели они диафильмы или нет, спросить о их впечатлениях. Возможно, ребята сами решат из тех фотографий, которые есть о полете человека в космос, создать свой диафильм и выполнить его по всем канонам создания диафильма. И нам кажется, что вот такой вот формат работы, он, во-первых, не избит пока в настоящее время и будет интересен школьникам. Новизна, она всегда пленяет, как вы знаете, да. И следующее, что очень важно, нам кажется, что вот благодаря диафильму школьники смогут более детально познакомиться с таким сложным периодом в нашей истории, с таким важным событием в истории человечества, смогут понять, насколько это было важное вообще явление в жизни даже не общества нашей страны, а мирового сообщества. Кроме того, диафильм позволяет в доступной для школьников форме показать отношение к первому полету человека в космос, а также потомков посмотреть, как они относились, создавая свои диафильмы, а также как мы с вами относимся. Кроме того, в процессе работы с диафильмами ребята учатся анализировать его как многоуровневый комплексный источник. У школьников продолжает формироваться историческое критическое мышление, интерес к исторической науке, исследовательской деятельности, творчеству. Ну и, конечно же, это ценностное отношение к прошлому своей семьи, страны, и как следствие нам кажется, что идет процесс формирования идентичности. Большое спасибо за то, что выслушали меня. Буду благодарна за вопросы, если такие возникнут. Спасибо большое, Юлия Викторовна, крайне интересно. Я думаю, что многие учителя тоже, ознакомившись с вашим опытом, найдут возможность выстраивать свои приемы работы по отдельным темам как раз с этим очень интересным источником. Спасибо большое. Я хочу сказать, что данный доклад он готовился совместно с Еленой Федоровной Бехтеневой, которая, к сожалению, выйти сегодня не смогла, а Юлия Викторовна озвучила. Спасибо большое ей тоже. Значит, предваряя следующее выступление, хочу сказать, что в Институте исторического правового, а теперь и социально-гуманитарного образования в свое время была создана лаборатория методологического исследования с клубом исторической реконструкции, который возглавил доцент кафедры всеобщей истории и культурного наследия Татьяна Алексеевна Леонова. И нам бы хотелось вас познакомить с тем опытом, с теми ее наработками, которые за эти годы практически эта деятельность получила, потому что действительно это имело очень большой эффект в познавательном развитии наших студентов, ну и самое главное, формирование их личностных качеств, что мы считаем сегодня не менее важным. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, вот сюда, микрофон там можно включить, нет проблем. Нет, нет, сюда вот. Лучше присядьте, и прямо сидя здесь можно это самое. И смотреть, как ваши слайды будут идти, и все остальное. Только включите там есть пульт регулировать. Если что, ребята будут слышать. Вот включите левой ручкой тот микрофон. Да, вот здесь на большую клавишу. Зелененькая загорится. Все. Так. Добрый день. В основном сегодняшняя наша конференция проходит в формате, прежде всего, школьной методики преподавания истории. Это очень отрадно слышать в педагогическом вузе, не только потому, что мы готовим тех самых учителей, которые такие методы будут опробовать в своей практике, ну и в связи с тем, что так близко и так плотно с методикой школьного преподавания не все наши преподаватели работают, в силу того, что методика все-таки в высшей школе, она несколько отличается от возможностей, которые предоставляет школьная система образования и практика. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть многое, что нас с вами сближает. И это сближение
заключается в том, что, о чем сегодня много говорили, это проблема нашего времени, которая связана с особенностями восприятия окружающего мира, новых знаний. И прежде всего это выражено в том, что это проблема визуализации знания. И вот с этой проблемой сталкиваются не только учителя истории, но и преподаватели вуза. Поэтому вот мое выступление, собственно, оно и носит такое название «Технология формирования визуальной реконструкции», имея в виду некоторые, так скажем, аспекты этой технологии, связанные с тем, что я назвала пазлы, и компетенции, которые формируются в процессе вот, визуальной реконструкции. Ну, собственно, я постараюсь как можно кратко изложить то, что предварила Гульнара Талгатовна своим вступлением, что я возглавляю лабораторию методологии и методов гуманитарных исследований, которая, в частности, занимается и проблемой реконструкции, но и не столько в частности, потому что любой историк знает, что главные методы, главные способы исследовательской работы историка заключаются в интерпретации, прежде всего, текстов и источников, о которых говорили сегодня многие выступающих, и реконструкции данных текстов уже в другой образ. Это может быть визуальный текст, это может быть письменный текст, это словесный текст и так далее, который создается в процессе обучения вместе с обучающимися. Для современной истории, и это тоже демонстрировали сегодня все выступления, в том числе не только, так скажем, в высокой науке, но и той истории, которая преподается в школе, самой характерной чертой является междисциплинарность, которая выступает, с одной стороны, как методологический принцип современного научного исследования с использованием научной информации, независимо от ее дисциплинарной принадлежности. А с другой стороны, и вот это очень важно, это имеет отношение именно к учителям и преподавателям вузов, это то, что педагоги, руководители научных проектов, а мы на этой конференции именно такую проблему тоже с вами рассматриваем, то и педагоги, и руководители научных проектов, да и, собственно, ученые становятся потенциальным источником междисциплинарности. То есть мы носители этой междисциплинарности. В БГПУ имени Мусахиддина Акмуллы исследованием и вот практическим применением методов исторической реконструкции на основе междисциплинарных подходов занимается не только лаборатория методологии и методов гуманитарных исследований, но и в целом я бы сказала, что это кафедра всеобщей истории культурного наследия. Создание визуальных образов происходит, вот с моей точки зрения, в двух основных формах, которые используются, в частности, апробированы в практике лаборатории. Это, во-первых, визуализация как процесс, что происходит при подготовке и проведении учебных и внеучебных ролевых игр. И, во-вторых, визуализация как итог определенных проектов по истории. Апробированные на основе исторических исследований 5 видов визуальной реконструкции, они имеют, вот, собственно, результат, который мы сейчас вот пролистнем по нашим слайдам. Ну, во-первых, это интерактивная игра. Интерактивная игра, которая выступает, использует темы исторических и фольклорных праздников, ну и в частности это, например, праздники майского дерева,
на природе со всей атрибутикой того времени, когда они возникли, а возникли они в средневековую эпоху, поэтому, собственно, и костюмы такие, которые тяготеют к средневековью, и праздник, который очень активно проводится в апреле студентами, он неподражаемый, это «Синяя рыба» или «День обманутых», наше знаменитое 1 апреля. А второй вариант визуальной реконструкции – это моделирование исторического события. Обычно моделируются те события, которые наиболее интересны, они связаны с историей повседневной жизни прошлого, ну, как, например, праздники и будни учебных заведений Уфы в 1912 году. Такой был у нас интересная реконструкция, которая сопряжена была как бы реконструкция в реконструкции, потому что в 1912 году Уфа праздновала столетие победы в Отечественной войне 1812 года. И вот эта тема, она прошла в данной реконструкции и смоделировала ситуацию, которая была в связи с этим праздником. Третий вид в визуальной реконструкции – это живое действие, как я его называю, в стиле средневековой мистерии. В нашей лексике она более известна как просто ролевая игра. Это исторические события, которые подтверждаются в обязательном порядке документами. И такие игры, которые у нас прошли с помощью преподавателей лаборатории и кафедры, это Сорбонна или «Один день из жизни средневекового студента». И также то, что вот вы только что видели слайд, это жизнь и борьба горожан Каркасона XIII века. И то, и другая постановка, визуализация повседневности Сорбонны, он был приурочен к большим событиям начала XIV века, когда в Сорбонне были приняты новые статуты по чтению лекций. Это была как бы завязка, вокруг которой развивались все события. Что касается жизни и борьбы Каркасона в XIII веке, то это события, которые связаны были с инквизиционными процессами, происходившими в городе Каркасоне, который был одним из центров катарского движения в этот период времени. Наконец, четвертая форма – это создание учебно-образовательных фильмов в рамках серии «Сей человек перед судом», имеется в виду «Человек перед судом истории», а не в прямом смысле этого слова «суд». Созданы были в разное время видеофильмы, которые имеют в результате некую такую тематико-хронологическую последовательность, и они посвящены разным эпохам, разным событиям. Это закат афинской демократии, суд над Сократом, затем жизнь и суд солической правды, комичный фильм, посвященный исповеди в эпоху Средневековья «Жили-были», фильм «Миноккио» или «У каждого свое ремесло» и, наконец, «Провинциальная усадьба» в 1812 году. И последнее, что я хотела бы сказать о видах визуальной реконструкции, это то, что практика создания разных по своей форме активности реконструкции, она ряду курсов и студентов дала возможности создать собственные проекты, игровые проекты. И это были очень интересные видеосюжеты, созданные в учебных целях. И были такие проекты, например, как общая тема их объединяет, это изменение технологии и практики письма в истории.
И вот, кстати говоря, все видеофильмы, которые я называла, все события, связанные с визуализацией, которые я называла, они размещены в архиве лаборатории на официальном сайте нашего педуниверситета. И адрес вот в самом первом слайде был указан. То есть по этому адресу можно, собственно, посмотреть вот любой из названных мною фильмов. Они запущены в YouTube. Суть любой реконструкции в образовательном учреждении, с моей точки зрения, это в соединении аудиторной, то бишь, так скажем, теоретической, и внеаудиторной или практической составляющей компетенции историка. В любом из проектов, которые я перечисляла и называла, они отрабатывают компетенции прежде всего по критическому использованию материалов. Материалов самых разнообразных, которыми мы не всегда даже в ВУЗе имеем возможность поработать с ними на занятиях. Это и в сфере палеографии, и в нумизматике, в исторической лингвистике, в иконографии, музыке, в материальной культуре, модели поведения, повседневности, что выходит на уровень ментальности. Ну, просто элементарный пример вот по последнему фильму, который я назвала, это «Провинциальная усадьба» в 1812 году. Это фильм воссоздания одного дня, так сказать, из жизни судьи Уфимского уезда накануне 1812 года. То есть это бытовые реалии, которые были абсолютно полностью реконструированы на архивных сведениях в Башкирского исторического, государственного исторического архива. И вполне естественно, что это был такой просто настоящий кладезь для работы вот непосредственно каждого студента с тем материалом, документальным материалом, который не увидишь в хрестоматиях. То есть это материал, который, по сути дела, был материалом научного исследования. В подготовке любого фильма, о котором я говорила, в частности, любой визуализации в форме там, мистерии, любой игры и так далее, используются приемы смежных дисциплин. И особенностью наших проектов является то, что каждый визуальный сценарий, он создается на основе смысловых пазлов, составляющих такой гибкий визуальный проект, состоящий из мозаики сюжетов и действующих лиц. И вот благодаря этим пазлам, сюжетным пазлам, любой из пазлов можно изъять из сценария и сделать их самостоятельной визуализацией, то есть вычленить отдельную тему и ее развить, в общем-то, на любом уровне. Пазлы дают возможность проиграть или реконструировать вот отдельный сюжет вне общего контекста реконструкции. И, кроме того, они дают возможность сформировать новый сюжет. Как, например, вот в «Провинциальной усадьбе» это был сюжет народного праздника Семик. Его просто можно раскрыть и создать, в общем-то, новую визуализацию, тем более, что пазл, основа из этой мозаики есть. Отмечу еще, что наши пазлы – это не выдуманные лица, не выдуманные сюжеты, а вполне реальные. Ну, к примеру, это вот в фильме о Миноккио – это его односельчане. Или же вот сейчас подготавливается визуализация реконструкции под названием «Кто вы, Мартин Лютер» в виде такого интервью о событиях лютеранской реформации в Германии. Это гимназисты из реконструкции Уфа в 1912 году. Они все пришли из школьных журналов, из школьных характеристик. То есть это люди невыдуманные и не случайные.
или это дворовые из провинциальной усадьбы по переписям, по местным описям, прошу прощения, тут скачок был звука, мы можем воссоздать и имена, и какие-то определенные характеры, занятия. То есть это, в общем-то, те сюжеты, которые можно развивать и отталкиваясь от основной линии реконструкции. Одним словом, такая вот структура сценария реконструкции позволяет за счет вот этих пазлов, о которых я говорю, расширять, дополнять, видоизменять, вообще создавать новые проекты. И особенно хорошо это показывает такие игры, как «Синяя рыба». Она никогда не повторяется в своих пазлах, за исключением только одного, который очень нравится студентам. Это «Дурацкая свадьба». Есть такой сюжет. Ну, подводя вот итог, я старалась, так скажем, по ходу сократить. Я выложила в презентации 3 правила реконструкции, которых мы придерживаемся и которые позволяют нам осмысленно создавать вот эти вот перспективные пазлы для последующих реконструкций. И особенно я хотела бы подчеркнуть, что самое главное, то, о чем вот, к моей радости говорили абсолютно все выступающие, это то, что наша общая работа заинтересованных лиц в передаче исторического знания, развитии истории у будущего поколения, это то, что мы помогаем своей вот этой работой по визуализации, во-первых, развитию исторического сознания наших студентов, будущих учителей. И, наконец, очень важно, что эта самоидентификация студентов происходит на основе формирования у них, вот, собственно, профессиональных компетенций в сфере педагогического образования, которые они ощущают сами. Свой рост они ощущают в процессе наших реконструкций, нашей работы. Вот на этом я хотела бы закончить. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Действительно, студенты ведь не просто получают готовый материал для произношения его, значит, при съемках и так далее. Они сами практически работают над поиском, над выделением содержания из источников. Порой сами изготавливают и костюмы, и утварь, которая сопровождает эти реконструкции. То есть здесь как раз тот системно-деятельностный подход, который обучает студентов тому, как они должны работать со школьниками и в урочной, и в неурочной деятельности. Вот. Ну и самое главное, формирует образное еще мышление учителя на таком богатейшем историческом материале, который позволяет, в общем-то, достаточно активно вовлекать учащихся, в общем-то, вот в подобный процесс, в какие-то тоже постановки, в какие-то вот такие эпизоды, и в целом, в общем-то, активизировать их мотивацию к изучению истории, потому что сегодня мы знаем, в общем-то, здесь существуют у нас проблемы учащихся, вот, и большое неверие, и сомнения, и так далее. И вот это одна из форм, которая может их, в общем-то, грамотно приучать обращаться и с источниками, и в то же время, в общем-то, правильно извлекать информацию, то есть много-много других умений, значит, которые перечислены у нас в стандарте. Да. Вот. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. И еще у нас есть одно выступление, которое носит тоже достаточно такой практический характер, но, значит, подготовлено оно группой руководителей, которые осуществляют такую прикладную деятельность, скажем, уже внеурочную деятельность. Это руководители поисковых отрядов, значит, республики, которые, в общем-то, работают очень над большой такой сложной темой фальсификации истории, мифы вокруг Великой Отечественной войны. Юрий Леонидович, вы на связи? Да, на связи. Ну, хорошо. Мы начинаем вас слушать. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества, поискового движения «Россия», было создано в апреле 2013 года и является на сегодняшний день самой крупной организацией.
который занимается полевой и архивной поисковой работой. Руководителем данного движения является, соответственно, секретарь, депутат Госдумы Российской Федерации Цунаева Елена Моисеевна. Цель движения – поиск без вести пропавших солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Движение объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1500 поисковых отрядов. Региональное отделение движения в настоящее время имеется в 82 субъектах федерации. В Приволжском федеральном округе работают 510 поисковых отрядов, в которых входит почти что 13 тысяч человек. В том числе в Республике Башкортостан в настоящее время 44 поисковых отрядов, куда входит почти 4 тысячи. Руководит региональным отделением поискового движения в Республике Башкортостан Волков Владимир Сергеевич. Участники движения ведут поисковые работы в 37 субъектах Федерации, Российской Федерации, где проходили и которых затронула Великая Отечественная война. К большому сожалению, время берет свое. В настоящее время практически не осталось участников тех страшных событий. К большому сожалению, и более 2 миллионов наших солдат до сих пор числятся пропавшими без вести. Мы думаем, что данная цифра, конечно, намного больше, так как в годы Великой Отечественной войны шинели одевали около 37 миллионов наших граждан. А в первые годы войны, как мы знаем, гибли целыми дивизиями армии. И наш, конечно, святой долг перед ними найти и захоронить останки последнего солдата. Уроженцы Республики Башкортостан внесли весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Более 700 тысяч наших земляков принимали участие в сражениях на Великой Отечественной войны. К большому сожалению, более половины из них погибло, и в настоящий момент судьба еще 127 тысяч жителей нашей республики, воевавших на фронтах, до сих пор числятся пропавшими без вести. Хотел бы провести некоторую информацию. По данным поискового движения и объединения, с 1992 года по 2005 год поднято и захоронено 270 тысяч солдат и командиров Красной Армии. По данным Всероссийской информационной поискового центра, за 8 лет поисковиками поискового движения поискового движения России было поднято порядком 180 тысяч наших советских солдат и установлена судьба 25 тысяч имен. Активисты движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но они и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют книгу памяти. Вот сегодня как раз представители поискового движения подключились. Они в настоящий момент работают в Национальном архиве Республики Башкортостан. Поисковое движение – это педагогический феномен и серьезная политика, так как она воспитывает уважение и благодарность павшим воинам, учит понимание подвигов, совершенных нашими дедами, прадедами, наполняет сердца верой и в правое дело. Это наиболее яркая и доходчивая форма передачи школьникам боевых традиций старших поколений. Поиск формирует общечеловеческие нормы гуманистической морали, способствует объективной самооценке и саморегуляции поведения, позволяет каждому школьнику реализовать себя как личность. Прикосновение к чужому горю вызывает желание помогать людям, учит сострадание, соучастие. Совместная поисковая деятельность сама по себе содержит интегративные теоретические знания, практику, конкретную практическую работу и совместную деятельность. В ее процессе создаются благоприятные условия для развития личности. Молодой человек формирует собственное отношение к истории, к себе и другим людям. Добровольный и бескорыстный труд участников поискового движения – это прежде всего позволяет иметь благоприятный опыт и благоприятное отношение к нам, как населению, так и всего общества. Поисковики переписываются и встречаются с родственниками погибших солдат. И, конечно, встречаются с теми, кто до сих пор числится пропавшими без вести. Сейчас много на Западе, к большому сожалению, и у нас в стране ходят сфальсифицированные итоги войны. Речь пойдет о них как раз ниже. Мифы вокруг войны.
С предоставлением материальных доказательств я бы хотел передать слово одному из руководителей поискового сообщества Республики Башкортостан, командиру поискового отряда «Обелиск», заместителю руководителя поискового движения Республики Башкортостан Вязовцевой Елене Александровне. Здравствуйте, коллеги, меня слышно? Здравствуйте, коллеги. Можно презентацию запустить? Вязовцева Елена Александровна, командир поискового отряда «Обелиск». И в 2020 году мы с моими коллегами выиграли в конкурсе президентских грантов проект «Война глазами земляков» и проехали по населенным пунктам республики с выставкой, рассказывая об участии нашей республики в Великой Отечественной войне на фронте, в тылу и о той войне, которую видим мы, поисковики, когда работаем на местах боев. Самым популярным, наверное, за последние 2 года, самой популярной темой является мифология вокруг Великой Отечественной войны, которая сейчас, к сожалению, активно насаждается посредством сети интернет. Следующий слайд, пожалуйста. И самый популярный миф сейчас, что если бы мы тогда сдались немцам, сейчас бы жили как в Европе. И вот когда я встречаюсь с ребятами, я говорю: хорошо, ребят, мы бы жили как в Европе. А как тогда жила Европа? И с этого мы начинаем работать. Сейчас имеется возможность работать с огромным массивом документов, архивных документов, как нашей страны, это и Центральный архив Министерства обороны ЦАМО, это Национальный архив Республики Башкортостан, так и с документами, которые хранятся в архивах, например, Германии. То есть Бундесархив, они тоже оцифровали свои документы и предоставили возможность работать. И можно посмотреть и оригинал на немецком языке, посмотреть переводы и понять, а что творилось на самом деле. Ну, во-первых, я всегда напоминаю ребятам, следующий слайд, пожалуйста, что в конце 30-х годов с приходом к власти Гитлера господствовала нацистская расовая доктрина. И нацистская расовая политика предполагала, что существует высшая раса, 3 фенотипа высшей расы представлены на слайде. И в 30-е годы в самой Германии начали проводить антропологические замеры, тоже вот фотографии на слайде присутствуют, и выдавали паспорт чистоты расы. Далее, а какие планы в отношении нашей страны имело германское командование? То же самое, ребята могут работать самостоятельно, либо с моей подачи, то есть когда мы работаем с поисковиками, вот, например, планы нацистов в режиме блицкриг, то есть молниеносной войны до наступления холодов, то есть в течение нескольких месяцев, силами нескольких групп армий, группа армий Центр, Север, Юг, все знают, группа армий Норвегия, она изначально называлась Лапландия на севере, необходимо было захватить европейскую часть Советского Союза до Уральских гор, в южной части до Свердловской области. Захватить за 3 месяца, ну, в принципе, используя танковые клини, то есть у них была проработанная стратегия, в принципе, можно было. А что предполагалось дальше? А дальше вступал в действие генеральный план ОСТ, состоящий из нескольких более мелких. Следующий слайд, пожалуйста. Генеральный план ОСТ предполагал, это была программа по принудительному выселению за Урал в Сибирь, а также по уничтожению от 75 до 85% гражданского населения оккупированных областей СССР. И поскольку в планы входила оккупация до Свердловской области, наша Башкирия попадала в интересы нацистской Германии, в зону интересов. И согласно плану Ольденбург, после того, как эта территория была бы захвачена, в течение 25 лет необходимо было провести онемечивание захваченной территории. Как проводить? Вот об этом говорит план Ольденбург. Ну, во-первых, руководитель штаба Ольденбург рейхсмаршал Геринг говорил: на Востоке я намерен грабить, и грабить эффективно. Все, что может быть пригодно для немцев на Востоке, должно быть немедленно, молниеносно извлечено и доставлено в Германию. Вот на эти слова я периодически обращаю внимание ребят. Сейчас будет презентация сильно сокращенная, поэтому возврата к этой фразе не будет, но тем не менее периодически я рассказываю про то, что мы находим на местах боев, про то, как мы общались с гражданскими жителями, которые пережили оккупацию, что они рассказывали. Так вот, согласно плану Ольденбург, предполагалось поделить захваченную территорию на несколько рейхскомиссариатов, марионеточных государств. Изначально говорилось о 7, потом вот сошлись на 4, и мы бы с вами относились к рейхскомиссариату Московии. И вот когда мы с вами, с ребятами разговариваем, я говорю: да, вот нам сейчас, жителям 20 века, непонятно, как можно вообще на полном серьезе думать, что вот мы придем, вырежем 3/4 населения и будем жить вместо них.
Как сказала Татьяна Алексеевна, люди верили, думали и поступали не так, как наши с вами современники, а как поступали. И для того, чтобы понять, как поступали, необходимо обратиться к истории. Ну, во-первых, следующий слайд, пожалуйста. Было понятно, что война начнется. По результатам Первой мировой войны, когда Германия лишилась 86% своей территории, то есть потеряла все африканские колонии, потеряла значительную часть своей территории, там Данциг стал свободным, вольным городом и так далее, было понятно, что тот, кто вернет Германии свою ее гордость, то за ним пойдут. Ну, первым оказался Гитлер. А что было в это время в Африке, которую, собственно, переделили? Ну, вот сейчас мы с вами... Ребята, молодежь периодически слышит там рашка, рабская психология и так далее. Но когда мы говорим о российской, на тот момент еще империи, берем середину 19 века. 1861 год, отменено крепостное право, и Россия учится жить без крепостного права. Понятное дело, что начинается переходный период, и не быстро все это идет, но в это время просвещенная Европа находит африканский континент. Следующий слайд. И вот можно посмотреть, как проходил колониальный захват Африки в 1870 году, в 1914, то есть к Первой мировой войне, колониальный захват был завершен, а дальше по результатам Первой мировой войны все колонии, которые были в Африке, были переделены между странами-победительницами. То есть на самом деле для западной цивилизации, естественно, действовать по пути экспансии. Поскольку уже Африка занята, Америка занята, Европа тесно населена, куда пойти? А на востоке большой восточный сосед, у которого 20 лет как отгремела гражданская война, у которого большое количество несогласных с властью, огромное количество мигрантов, владеющих языком, культурой, оказались за пределами страны и, по сути, являются совершенно уникальными диверсантами. То есть в этих условиях наша страна понимала, что война вот-вот начнется, государство было аграрным, аграрное государство не выстояло бы против Германии, тем более, что с 1935 года Германия просто напрямую начала нарушать Версальский договор. И исходя из того, что началось твориться в Европе, наши предки тоже начали готовиться к войне. Отсюда второй миф, война началась неожиданно. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, во-первых, действительно, после прихода к власти Германии, когда начала буквально вот просто перестал соблюдаться Версальский договор, Германия начала развивать свою армию, произошло присоединение Австрии, которое по Версальскому договору было запрещено, передел Чехословакии, дальше, собственно, сама началась Вторая мировая война и пошел захват всех европейских территорий. В этих условиях наши прекрасно понимали, что вот-вот начнется. И у нас в стране тоже началась подготовка к войне. Следующий слайд, пожалуйста. Как именно? Ну, во-первых, на Урале, в Сибири начали строить заводы-дублеры. То есть это заводы, на которые по мобилизационным планам должны были перевести оборудование, перевести квалифицированных работников и начать выпуск продукции. То есть промышленность должна была сохраниться. Началось исследование полезных ископаемых. У нас в Башкирии было сформировано 2 дивизии второго стратегического эшелона. А это значит, что значит второй стратегический эшелон? Поскольку страна не находится в состоянии войны, объявить мобилизацию невозможно. Вот те, кто в данный момент находится в армии, находится вдоль границы, это первый стратегический эшелон. Но второй стратегический эшелон, он подготовлен уже. И как только началась война, сразу они начали грузиться в эшелоны, отправляться на фронт, уже 24-25 июня начали вступать в бой. Но кроме этого в стране началась активная пропаганда военных специальностей и культа здорового образа жизни, что тоже немаловажно, то есть следили за тем, чтобы молодежь была физически сильная и подготовленная. И вот таких мифов у нас очень много. Сейчас еще любят говорить, что на самом деле против нас Европа не воевала, Германия тоже не хотела, просто вот ей с Гитлером не повезло, заставили. Но наши поисковые находки, следующий слайд, пожалуйста, говорят о том, что на самом деле не только хотели, но и активно воевали. Это говорит и архивные находки, то есть документы, следующий слайд, немецкой стороны, щелчок, пожалуйста,
Например, вот на карте это блокада Ленинграда, и тут видно, что с севера город блокирован финской армией, с юго-востока это и немецкая армия, латвийский легион, датский легион, норвежский легион, Флемиш – это фламандский, бельгийский легион, Spanish Blue – это испанская голубая дивизия, щелчок, пожалуйста. То же самое подтверждается фотографиями, сделанными в соответствующих условиях. И то же самое подтверждается нашими поисковыми находками. Ну, в условиях онлайн-конференции я не могу продемонстрировать, но на полях сражений мы периодически находим каски наших противников. И когда я выхожу к ребятам, я, соответственно, показываю, что вот, Европа против нас воевала вся. Сейчас стараются об этом не вспоминать. Следующий слайд. Например, в прошлом году в Америке выпустили памятную медаль с флагами стран-победителей, где ни про Россию, ни про Америку, извиняюсь, ни про Россию, ни про Советский Союз, в принципе, не упоминается. То есть победителями считаются Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. И посередине здесь представлена диаграмма из французского журнала. Во Франции в 1945, 1994, 2004, 2015 году проводились опросы. Как вы думаете, кто был той нацией, которая победила Германию в 1945 году? В 1945 году французы 57% отвечали, что Советский Союз, 20% что Соединенные Штаты, 12% что Великобритания. Но с распадом Советского Союза, с активным продвижением информационной войны, кто громче кричит, тот и прав. И поэтому сейчас весь мир считает, что победители на самом деле американцы. Больше того, уже и наши российские историки начинают придерживаться той же точки зрения. И вот как раз в этот момент поисковики не должны позволить этому, ну, ошибочному, честно скажем, суждению начать превалировать в умах нашей молодежи. А почему такое вообще стало возможным? Каким образом Европа смогла вот забыть участие в Великой Отечественной войны, во Второй мировой войне Советского Союза? Следующий слайд, пожалуйста. Ну, во-первых, сколько против нацистской Германии продержались страны Европы? От 6 часов до 2 месяцев, 61 день продержалась Норвегия. Вот Советский Союз держался 1418 дней и победил. И посмотрите на диаграмме количество потерь. Вот почему у Советского Союза такое огромное количество потерь? Вспоминаем, что я говорила про план ОСТ, когда, согласно директивам, необходимо было уничтожить гражданское население. Вот Белоруссия, Украина, оккупированные области, там Смоленская, Новгородская, Ленинградская, они все подвергались геноциду. Будем называть вещи своими именами, это был геноцид. Но геноцид советского народа до сих пор нигде в мире не признан. Дальше можно говорить, я могу обычно говорить про много разных мифов, например, следующий слайд, пожалуйста. Просто вот пролистаем, что существовало всего 22 концлагеря. Все, что находилось на территории Советского Союза, вообще не признано. Следующий слайд. Когда я показываю вот эти кадры из современного Освенцима, Аушвица, и подтверждение того, что все, что может быть пригодно для немцев, вывозилось и использовалось. То есть даже вот волосы использовались в качестве... ими набивались матрасы. То есть наглядная иллюстрация плана Эльденбург. Следующий слайд. Точно так же есть миф, что советские солдаты массово бросали оружие, сдавались в плен, не хотели воевать за комиссаров и так далее. Тоже в документах документально данный миф не находит поддержки. Сейчас я на нем останавливаться не буду. Следующий слайд. Очень люблю, когда говорят, что вот если бы Советский Союз подписал Женевскую конвенцию, то с пленными обращались бы гуманно. Но всегда говорю, ребят, включаем логику. Кто подписал документ, тот принял на себя обязательства по этому документу. Вот Германия подписала Женевскую конвенцию, она обязана была соблюдать его требования. А вместо этого на одного русского военнопленного в день приходилось 184 килокалорий. Соответственно, прожить на это практически нельзя. И, как я уже говорила, следующий слайд, пожалуйста, геноцид советского народа не признан в мире. Признан геноцид евреев, признан геноцид цыган, а вот советский народ как-то прошел мимо. И поисковики работают над тем, чтобы были возбуждены уголовные дела по статье «Геноцид» хотя бы в тех местах, где имеются массовые жертвы среди гражданского населения. Вот первой победой поисковиков стало
Жестяная горка, это Батецкий район Новгородской области. В 2019 году 2600 жертв среди гражданского населения уничтоженных, в 1942-1943 году были обнаружены, и первое уголовное дело по статье «Геноцид» было возможно. Следующий слайд просто пролистайте, пожалуйста. Можно дальше листать, это ролик, показывающий с раскопок. Фамилии известны, потому что чрезвычайная комиссия сразу после освобождения работала, и фамилии тех, кто принимал участие в карательных операциях, широко известны. Я принимала участие также в, следующий слайд, в работах в Васильковской балке. Это первое, наверное, найденное поисковиками место большого захоронения гражданских, Белогорский район Республики Крым. Весной 16 и 17 годов в балке мы поднимали 2 ямы, в одной гражданское население, уничтоженные в ходе бомбежек и расстрелов с авиационных пулеметов, а во второй яме были партизаны из партизанского госпиталя, добитые карателями. Это была карательная операция оккупантов 3-4 января 1944 года. И вот сейчас мы работаем совместно со Следственным комитетом тоже над тем, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Геноцид». Это вот краткая работа поисковиков. Когда мы работаем со школьниками, а с нами выезжают ребята, начиная с 14 лет, то мы с ребятами, конечно же, обязательно проговариваем и те события, которые проходили на местах, куда мы планируем выехать. То есть если это Ленинградская область, значит, и про блокаду Ленинграда, и про то, как шли попытки снять эту блокаду Ленинграда. Если это Республика Крым, соответственно, как шла борьба за Республику Крым, то есть Керчь, там отдельно оборона Керчи, Севастополь, оборона Севастополя, партизанский край, Белогорский район, соответственно, что происходило в этих местах. И когда я работаю с ребятами, я им категорически запрещаю пользоваться Википедией. Вот буквально некоторое время назад выезжали в очередной район, в Кандры как раз выезжали, и я просто ребятам показала, что поскольку я много лет работаю с этими документами, я знаю, что происходило, зашла в Википедии на раздел «Хроники Великой Отечественной войны», ну, допустим, там август 1942 года, понятное дело, что там фронт был более 1600 километров, но в Википедии, поскольку она контролируется не нашими российскими историками, была ссылка только на Сталинградскую битву. То есть идет явное искажение. Когда я попыталась внести изменения, мне было написано, что мой IP-адрес заблокирован, я не имею права вносить такие изменения. Поэтому с ребятами мы это тоже проговариваем. И когда ребята ведут подготовку к каким-то урокам мужества, к классным часам, то они используют, соответственно, архивные документы в первую очередь, они используют воспоминания очевидцев и так далее. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Елена Александровна, спасибо огромное за такое интересное выступление. Да, и такой огромный материал и сложный, который вы сумели подобрать для того, чтобы действительно наглядно показать вот это сравнение по сложным и сегодня очень часто трактуемым мифам, которые в интернет-пространстве получают местоположение. И я думаю, что все собрание нашей конференции, оно выскажет огромную благодарность вам и ребятам, которые проводят такую непростую, сложную работу по сохранению исторической памяти, по, значит, критическому осмыслению всех этих мифов по Великой Отечественной, по Второй мировой войне. Вот. Вы знаете, вот на конгрессе первом, который проходил сейчас в Москве, учителей истории, надо сказать, что, в общем-то, европейские страны сегодня тоже пересматривают свою оценку. То, что вы привели такую градацию, это все понятно, там мнений, значит, табличку эту. Но я хочу сказать, сегодня тоже меняется немножко отношение, и осмысление выстраивается к тому, что как можно больше объективно говорить о Второй мировой войне. Конечно, чисто такие характеристики, более эмоциональные или менее эмоциональные, они присущи сегодня нашим партнерам, учителям и исследователям, значит, европейских государств, европейских, африканских государств. Но, в общем-то, единое понимание, в общем-то, о том, что такие события не должны, конечно, повторяться, которые уносят такие массивы
человеческих жизней. В общем-то, здесь, скажем, общие такие точки соприкосновения есть. И тоже очень есть интересные подходы и приемы раскрытия этого сложного материала. Я думаю, что Всероссийское общество учителей истории, которое как бы проводила эту конференцию, все-таки совместно с Министерством просвещения, выставит на своем сайте вот те презентации, которые поступили нам от иностранных участников этого форума. Значит, дорогие коллеги, я знаю, что вас интересовали вопросы не только как бы вот нашей секции. И вот техническая наша служба говорит о том, что на следующей неделе всем участникам будут рассылаться сертификаты, и к ним прикреплены материалы нашей секции и других секций. Поэтому с выступлениями других участников и по олимпиадному движению, и по интеллектуальному потенциалу вы сможете, в общем-то, ознакомиться. Я думаю, что это весь материал будет вывешен и на сайте нашего института, вот, куда тоже можно будет войти. Ссылки все в ваших письмах будут присутствовать. Поэтому вы не переживайте, что если кто-то куда-то не попал, а сконцентрировался на работе только вот нашей на площадке. Поэтому я хочу поблагодарить вас всех за участие. Вот, надеюсь, что у нас практически вот проведение Дня историка и обществознания сначала было раздельно, сейчас мы, объединившись вот в такой уже вуз социально-гуманитарной направленности, планируем ежегодно проводить такую объединенную конференцию с тем, чтобы поднимать самые насущные проблемы и делиться опытом, который у нас с вами формируется в результате нашей практической деятельности. Если есть вопросы, пожалуйста, еще раз повторяю, в чате напишите их, пожалуйста, мы обсудим, ответим каждому и, в общем-то, сформулируем проблемы общие уже с тем, чтобы, в общем-то, действительно и решать совместно со Всероссийской ассоциацией учителей истории и обществознания. Вот сегодня Вячеслав Михайлович затронул вопрос, действительно, там на съезде было поручено всем региональным отделениям по регионам составить сквозные трудные вопросы. Вот. И я думаю, что и ассоциация, и фонд исторического общества подключатся к тому, чтобы помочь нам как-то реализовать этот проект по изданию вот таких трудных вопросов. Вероятно, это будет решаться с регионами тоже, пока технология не выработана, но это уже отрадно, что мы начинаем интегрироваться, объединять свои усилия, потому что не в каждом регионе есть вот такая поддержка, о которой вы сегодня узнали, например, по Челябинской области и так далее, с органами образования. Поэтому хотелось бы, чтобы, в общем-то, и наше подрастающее поколение знакомилось и с лучшими наработками, и с лучшими технологиями. Вот, поэтому нам необходимо такое содружество. Спасибо всем. Самое главное, берегите себя, потому что такой сейчас трудный период у нас пока не прекращается. Всем здоровья и удачи. Спасибо. Вот материалы по формированию – типичный пример документально-методических комплексов, выходящий за рамки школьного учебника, но эти материалы все могут быть, значит, использованы в учебном процессе, в внеклассной работе. Вот это как раз речь идет о том, не замыкаться в рамках учебника, а широкое использование материалов, имеющие широкое такое значение, воспитательное значение, образовательное значение, развивающее значение, развитие критического мышления, что вот и кругозор, и предметоцентризм будет, за рамки предметоцентризма будем выходить. Владимир Михайлович, самое главное, что это не назидательное привлечение к формированию патриотизма, а это действительно вот, уже естественное. Материал учебника, да? Сухой материал учебника. Здесь еще, может быть, систему заданий еще дополнить. Вот эти материалы. Я думаю, что мы обсудим с нашими коллегами и поможем. Такие материалы вам нужно было бы издать учителям. Конечно, конечно. Спасибо, Владимир Михайлович. Есть вопросы, коллеги? Так, сейчас я читаю в чате, что там есть. Огромное спасибо, на новую встречу. Спасибо огромное, и Юлия Викторовна, и Надежда Сергеевна. Спасибо огромное. До новых встреч.